Всем привет! Вы на канале Django School, меня зовут Михаил. Вот, и сегодня мы с вами опять на стриме поговорим о еще одном фреймворке. Посмотрим на него, потыкаем в него пальцем, палкой. Вот, и просто пообщаемся. Соответственно, пишите свои вопросы, мысли в чат, будем обсуждать, буду иногда на него, на чат, отвлекаться. Соответственно, поддержите, как говорится, да, лайком. Меня жена заставила стримить. Говорит, иди стрим, что ты 2 недели не стримил. В общем, если бы не она, вернее, меня бы сегодня здесь не было. Ну, вот такие дела. Хорошо, ладно. Как говорится, это лирика. Так, Алексей, привет. Значит, давайте поговорим о таком фреймворке, как Emerald. Ну, или в простонародье, ты, ё-моё, в простонародье Emerald. Соответственно, этот фреймворк мне подсказал один из подписчиков в нашем телеграм-чате по Lightstar. Кстати, про Lightstar я не забыл. И проект, который я начинал писать, я его допишу. Он сейчас идет так потихонечку в работе. С разных сторон я в него, так скажем, тыкаю. И, в общем, по итогу я покажу какой-то функционал и буду его понемногу дорабатывать. Возможно, на стримах. Вот. Поэтому все нормально. С Lightstar все нормально. Я просто так думал. Думаю, что на стриме-то рассказать? Какая интересно, чтобы тема была. И кодить не надо было. Да, и поговорить было о чем. И вспомнил, что у меня в закладочках фреймворк валяется. Думаю, давайте его и рассмотрим. Привет, расскажи, пожалуйста, свое мнение про протокол DAO. Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать? Твое мнение. Чуть-чуть подробнее как-нибудь вопрос задай, пожалуйста. Так, давайте, значит, знаете, что мы сделаем? Я вам покажу... Нет, я сначала возьму вот это барахло, уменьшу. Юх. Так, нормально. Вот, покажу оперу. А где она? Вот здесь. Так. Опа. Не то пальто. Не понял, а что? Подождите, сломалось все. Вот. Так, значит, и идея в чем? Идея вот, что у нас есть. Давайте мы как-то, наверное... Сейчас я починю. Я ж не готовился к стриму. Меня палкой погнали. Говорят, иди, стрим. Понимаете? Ай-яй-яй. Так, значит, главное, я пожаловался. Я сказал, что я пожалуюсь на тебя. В общем, значит, идея какая? Есть вот такой фреймворк. Да, кстати, он уже ни много ни мало третьей версии. И там в Телеграме, в канале написали, какая разница, все равно все будут писать на Django и на FastAPI. Итак, мотивация. Значит, данный фреймворк, да, брал, так скажем, лучшее из таких, как FastAPI, Starlet, вернее, Starlight, Flamma, Flask, Django, вот. И сам этот Emerald, он основан на Starlet. И как бы расширяет его. И всякие там приколюхи, то есть они посмотрели в других фреймворках, даже в Nest.js, и как бы внедрили. То есть вот здесь описывается, что они интересного взяли из этих фреймворков и как бы попытались реализовать. Соответственно, здесь они также предлагают использовать, как она называется, ORM, я так понимаю, их собственная. Вот. Соответственно, ну, все нормально. Значит, идея в чем? Вот здесь есть эти фишки, вот их фреймворка. Давайте быстренько посмотрим. Значит, они основываются на Starlet, на Pydantic и MCG. Явки это... Камера вот эта вот отгружается. Вот. Значит, быстрая разработка, все дела. Ну, как понять. Короче, вот это вот вы можете прочитать в любом фреймворке. Но здесь есть интересное. Ну, понятно, синхронно, ООП, функциональность, пермишины,
Значит, плагины можно встраивать. У них есть DAO, да, знаем, что это такое. Вот ORM, Native Support или Support. Значит, поддерживают они вот этот Sapphire и Edge. Ну, я так понимаю, что Edge это как раз более предпочтительная штука в данный момент у них. Поэтому будем посмотреть. И что еще интересного у них здесь есть, я смотрел. Ну, понятно, вот этот MCG спек, вот. Не, какая-то... Так, зависимости... этот... планировщик у них есть. Планировщик, собственно, задач. Окей. Если посмотреть на этот фреймворк, понятно, что все фреймворки похожи в той или иной степени. Ничего нового мы не увидим. Увидим некий декоратор, да, с нашим путем. Дальше это будет функция, вот. Или тот же самый WebSocket. Дальше мы подключаем все это барахло через routes в наш класс фреймворка для запуска. Соответственно, поддерживается Pydantic, понятное дело. И у них есть также вот эти контроллеры на основе классов. Можно фигачить. И все. Ну, в принципе, там всякие вот эти вот пермишины, вот это вот все как есть в обычном нормальном фреймворке. Не в этом сама суть. То есть, что? То есть это полноценный нормальный фреймворк, веб-фреймворк, который можно взять и сразу юзать. У него все, в принципе, что нужно, уже есть, да? Вот. Интересно здесь другое. Их подход к этим всем реализациям. Значит, если мы посмотрим, к примеру, на application и на настроечки, они говорят, мы по умолчанию бомбанем, ну, свои настройки. Они еще тут даже немножечко камень в огород Django кидают. Говорят, за 20 лет его разработки там такой пум начало твориться. Вот. Значит, у них как бы уже есть предустановленные, да, настройки, они позволяют это расширить, соответственно, подключить, там, описать это с помощью как раз, они основываются на Pydantic, как у нас, settings, да, называется, по-моему. Но прикол в том, что можно делать значит, сеттинги модулей. Условно говоря, если у них там есть такое как понятие типа children, но не суть важно. Типа два аппликейшена вот этого Emerald, и, соответственно, если мы их соединяем, типа настройки можно вот для каждого из этих модулей фигачить. Это очень интересно и прикольно. Вот. Это прям детально мы рассматривать не будем, но именно вот с точки зрения того, каким образом они делают вот эти настройки, позволяют легко их, так скажем, описывать. Вот это хорошо. Это хорошо. То есть есть у нас, да, всем знакомый Django, где settings, и погнали все там описывать. Какие только мы не изобретали способы разделить на файлы и еще что-то там и так далее. Вот здесь они как бы осознанно знают эту проблему, написаны куча их своих проектов, они как бы пришли к вот такому решению. Плюс самое, ну, одно из тоже интересных штук, это у них рауты. Значит, тут называется у них уровни, то есть у них есть уровни. Это Emerald, потом идет Include, Gateway и Handler. То есть вот это вложенность, да, так скажем. Соответственно, вот посмотрим на пример, что у нас есть некий вот Emerald, он описывает свои рауты, здесь мы сделаем Include, опять раутов, здесь у нас Gateway, WebSocket и вот Include еще какая-то штука. То есть таким образом у нас строятся пути. Вот, можно вот так делать типа вложения. Ну и мы понимаем, на каком уровне что находится из вот этих штук, и можем правильно построить вот эти пути. Итак, к примеру, у нас есть некая функция me, собственно, это будет вот этот gateway. Кстати, вот этот gateway, это, насколько я понимаю, настройка, расширение раута Starlet. Вот. Значит, у нас есть некий WebSocket, как он там называется, WebSocket Endpoint Include. Вот он, да? Дальше у нас идет API, User API View. Это где? Вот он. Это наш вот этот child, который будет инклюдиться. Он со своими вот там
путями. То есть, суть в чем? Увидев этот фреймворк, никакого, по идее, нам труда не составит взять и начать на нем писать. Ну, потому что что-то новое, свое там, типа, изобрести и так далее, давно уже все изобрели, и зачем свои лисопеды? Мы уже разработчики фреймворков уже как-то пытаются, собственно, предыдущие, так скажем, грабли каким-то образом обходить, делать нашу жизнь проще. И плюс они еще поддерживают плагины. Тоже плагины поддерживают. Давайте найдем где-нибудь что-нибудь. Вот это. Собственно, то, что позволяет нам как бы расширить функциональность фреймворка. Ну, собственно, как и в Lightstar это сделано. Ну, или всем известный Django, да? Есть у них такая штучка. И теперь интересно посмотреть на пермишины, то, каким образом у них это сделано. То есть у них есть некий вот базовый абстрактный user permission, где мы его наследуем и прописываем вот здесь свои какие-то штуки проверки. Эту идею они добросовестно так описывают, что они скоммуниздили это у Django. Вот. Типа, идея хорошая, мы взяли и забрали. Вот Django REST Framework, видите? Поэтому фреймворки можно ругать, все можно ругать, но, опять же, где-то есть хорошие какие-то решения, их берут на вооружение и реализуют. Окей. В общем, всю документацию мы не будем читать, понятно, да? Но мы потыкаем в него пальцем. Соответственно, тут документации дохренища читать. Давайте еще последнее, это что мы глянем, это база данных. Вот. Чего у них там есть? У них был какой-то там encode ORM, в общем, и они, вот у них есть вот этот Sapphire и, собственно, Edge. Мне, по-моему, почему-то Edge больше как-то приглянулся, что ли. Значит, чего я интересного хотел здесь показать? Наверное, ничего. Ну ладно. Что-то я хотел, я не помню. Middleware у них. Ну ладно, кто такой? Так, и еще у них есть одна интересная приколюха, вот, которая тоже, ну, эта штука, ими опять не придумана, это есть в других многих фреймворках, сейчас покажу. Но это иногда прям удобно. И сейчас это покажем. Так, перед этим надо почитать чутик. Здорово. YouTube пишет. О, Захар, привет, happy guy. Так, Дмитрий Морозов, считаешь ли его удобным для использования? Ведь бизнес-логику от логики приложения так принято разделять. А правильно ли я понимаю, что по производительности Lightstar и Esmeralda примерно одинаковы? Значит, это мы поговорим про DAO, да? Удобным для использования бизнес-логики. Так. Смотри, но именно то, как реализуется DAO, вот, я не использую, и по какой-то причине оно мне не нравится, по какой, не знаю. Вот, соответственно, ну да, и так принято разделять. Понимаешь, это как бы... Сейчас я попытаюсь ответить на этот вопрос по поводу отделения бизнес-логики. Было бы хорошо, если был бы у меня прям под рукой какой-то пример, где бы я мог показать и сказать, вот смотрите, вот здесь у нас бизнес-логика, вот здесь у нас это реализовано вот так, и вот это классно. Ну, у меня этот крестики нолики онлайн, там в принципе бизнес-логика, то есть сама игра, она прям отделена и нормально работает. Ну, опять же, все равно она там полностью не отделена, но немножечко переплетается. Но хорошо отделена, так скажем. Идея в чем?
Это не всем и не всегда очевидно. Почему-то, по какой-то причине. И в большинстве примеров, которые я видел, вот, это настолько, ну, маленький, плохой пример, без четких выделенных бизнес-правил, вот, что получается таким образом, что смотря на это, смотришь и думаешь, какая они, нахрена? Ну, типа, зачем? Поэтому здесь, скорее всего, мой ответ был бы вот так. Правильно вот так. Что если мы что-то берем и реализуем, ну, DAO, репозитории, эти разделения на слои, какие-то применяем там паттерны, архитектуры и так далее, не суть важно, да, то это должно быть уместно. И, соответственно, когда у нас будет хотя бы определенная кодовая база, вот, тогда мы увидим профит в этом, да. Поэтому я здесь как бы сам DAO я не использую. Он лично мне почему-то неудобен. Вот если мы говорим о чистом, правильном вот этом DAO. Правильно ли я понимаю, что производительность Лайсарина и Эсмеральд примерно одинаковые? Но насчет Эсмеральда я не знаю, но у него будет примерно такая же скорость, как у Starlet. Вот. Потому что он основан на Starlet. Вот, а Lightstar, ну, это нужно замерять, и хрен его знает. И, соответственно, очень многие вещи у нас зависят от кода, который мы пишем. Ну, условно говоря, мы можем взять а, дата-классы, можем взять Pydantic первый, может Pydantic второй, мы можем взять MGSpec, да, по-моему, называется библиотека. И в зависимости от ситуации, от сериализации, десериализации данных, у нас и будет варьироваться скорость. То есть, по сути, фреймворк-то отработает быстро, вот, наш код говно. Ну, или библиотеку, которую мы используем, говно. И получается таким образом, что наш код тормозит. Не в фреймворках дело, не фреймворки выполняют наш код. В этом-то вся идея. Вот. Наш код выполняет Python. И все зависит от того, как мы написали. Ну, а так хрен его знает, я не замерял. Ну, наверное, да, одинаково. Ну, примерно. Вместо DAO можно по паттерну репозиторий все делать. Да, огр. Видел ролики про нейронку Девин, который пишет код. Можешь поделиться мнением, стоит ли продолжать учиться? Бэк, конечно, да. Учись, почему нет? Как бы это сказать? Как бы это сказать? Не всегда нейронная сеть может выполнить хотелки человека. Не всегда человек может понять человека. Для этого у нас есть бизнес-аналитики, для этого у нас есть программисты и так далее, чтобы что-то реализовать. Поэтому сейчас к нейронным сетям, какие бы они супер навороченные не были, как бы их не пиарили и так далее, и зачастую на самом деле вот этот пиар нейронных сетей это маркетинговый ход. Это для того, чтобы им дали бабки. Это для того, чтобы сделать себе рекламу. Собственно, для того, чтобы дали бабки. Вот. Чтобы ими начали пользоваться. Это просто маркетинговый ход. И это так же, как с базами данных когда-то было. Это маркетинговый ход. Поэтому программисты нужны будут. Вот. Если в какой-то момент, вот в какой-то момент нейронные сети полностью заменили кодера, вот, и кодера, и программиста, вот полностью заменили, все умеют делать. Тут человек сказал, хочу сайт там такой-то, и дал ему ФТ на 150 страниц, и тот написал, и правильно еще и понял. Вот, и может вносить корректировки и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот тогда мы скажем, что профессия программиста не нужна, и программисты трансформируются в какое-то другое, так скажем, вид деятельности, давай это назовем. А так, все эти нейронные сети призваны просто ускорять или облегчать труд программистов на самом-то деле. Поэтому стоит учиться. Будешь смотреть код Esmeralda? Да, буду. Ой, я столкнулся со скоростью на фастапе, что стандартно либо JSON медленно сериализует. Ну вот. Чтобы писать код даже с помощью нейронки, нужно уметь его читать и понимать. Это точно. Поэтому давайте пойдем читать и понимать код. Так. Значит, что нам надо?
Ага, я хотел вам показать же, в чем, да, еще одна приколюха. У Эсмеральд, давайте я его буду называть более, так скажем, привычно русскому уху. А у него есть команда, как у Django, для создания проекта. Да, у нас есть там Django, Admin, Start Project, по-моему, называется. Я еще помню, блин. А здесь у нас этот Emerald Create Project. И он делает такую некую базовую структуру проекта. Такая же штука есть у Masonite, у Laravel и так далее. Короче, у всех нормальных фреймворках она есть. Те, которые себя как-то уважают. Итак. Оп. Create Project. Что я пишу? Во. Имя, наверное, надо дать. Какое мы имя дадим? Как мы проект назовем? Давайте его как-нибудь назовем его ESM. Ну, типа, сокращенно. Вот, значит. Так, а там все видно? Да, нормально. Теперь, вот у нас появилась директория. Ну, понятно, что перед этим я создал директорию, куда все зависимости у меня устанавливаются, и это у меня работает, в принципе, Poetry. И вот этот наш Poetry я здесь установил всего лишь навсего Emerald просто и Unicorn. Все, без всяких дополнительных никаких библиотек, ничего я тут больше, не ставил. То есть, что оно там подтянуло зависимости и все. Итак, у нас есть вот этот ESM, собственно, давайте посмотрим, что у нас появилось. И gitignore, вот, со всеми приблудами. Ни хрена он тут здоровый. Дальше makefile, на минуточку. Зависимости базовые. Вот, Emerald, JUnicorn, UVicorn. Develop, значит, это наш testing.txt должен будет подключаться. И вот он, testing.txt, здесь PyTest и базовые настройки. Вот, пожалуйста, сразу есть директория с разделением зависимости. Дальше у нас есть еще одна директория, это опять же называется она ESM. Здесь у нас уже побольше всякого барахла. Итак, у нас есть некий init, он пустой, отлично. Main, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Значит, эта штука сгенерирована, да, командой create project. Вот, и какая версия Emerald значит, и используется. Так. Кстати, там нормально код видно, не надо больше делать? Так, давайте напишите, нормально код видно или нет, я быстро чат прочитаю. Здравствуйте, только зашел. Что за Эсмеральд? В двух словах, если можно. Ну, такой фреймворк основан на Starlet. Вот. Типа со своими приколюхами. Взял идеи со всех фреймворков. Фласков, FastAPI, Django и так далее. В двух словах, Starlet или Django? Да. Starlet — это, собственно, фреймворк, на котором основан FastAPI. FastAPI — это настройка над Starlet. Вот. Хорошо. Итак, посмотрим, что это у нас. Main PY, да? А у нас есть вот наш, собственно, Emerald и Include. Давайте начнем снизу. У нас запустится Get Application. Будет build пути, это site root, да, то есть наша корневая директория. В общем, он будет искать некий там apps, вот эту штуку. Кстати, как он называется? В документации там описано, что по умолчанию ищет Emerald, там, короче, в настройках, если будете читать, найдете. Вот. Дальше, вот он сам наш этот Emerald, который будет include namespace, вот, esm urls. То есть мы таким образом можем подключать namespace прямо откуда нам нужно, вот URL. Очень сильно напоминает Django. Прям очень сильно. Прям очень сильно. Так, хорошо.
С этим разобрались, да, все, и он вернет нашу апу. Давайте посмотрим на URL. Что здесь есть? Ничего. У нас есть include, gateway и, собственно, route patterns. Переименуйте это на URL patterns, и будет вам Django. Значит, здесь описано, каким образом. У нас это барахло. Можно подключать, да, gateway, где мы указываем, собственно, путь, хендлер, да, и name этого gateway. Include не описаны, да? Вот gateway и include мы можем по namespace делать. Вот примерчики, прям как это все должно быть. Я считаю, это прям зачетно. Прям зачетно. Serve. Что здесь у нас? Собственно, я так понимаю, это запуск нашего с вами приложения. То есть вот он, наш UVcorn. Вот подтягивается из Emerald Settings. Вот он наш app. Да? И, собственно, вот порты, хосты, релоды, дебаги. А самый интерес в чем? Там где-то в документации написано, что, говорит, по умолчанию Emerald запускается в режиме продакшена. Типа прямо у него есть встроенные конфиги, develop, типа, или продакшн версия. Прикольно. То есть очень много настроек уже за нас подготовлено. Это прям, блин, это прям круто. Потому что зачастую в проектах, ну, задалбываешься все это прописывать и так далее. Значит, с этим понятно. Отлично. Идем дальше. Apps, собственно, пустой. Конфиги. Сейчас посмотрим. Тесты. Так. И у них свои эти тесты. Кстати, надо установить PyTest, чтобы работало. У них есть свой... вот. Emerald Test Client, с помощью которого мы можем все это барахло, если нужно, там потестировать. Это тоже интересненько. Вот. Собственно, PyTest надо установить. Хорошо. С этим, в принципе, ясно. Давайте посмотрим на настройки. Сначала... Так, вынет ничего нету. Settings. Что он делает? Мы импортируем environment type и Emerald API Settings. Это наш, значит, класс, на котором мы... Вот наш app name, title. Вот он, видите, что я сказал? Вот он, production. А у него есть еще develop. Вот, development. Видите? Бэм-бэм. Настройки переключил. Круто. Вот это, я считаю, вот это зачетно. Вот это реально зачетно. Прям радует. И секретки. Значит, давайте посмотрим теперь в development, да? Вот он, собственно, и включенный режим разработки. А здесь у нас будет включен режим тестирования. Вопросов не имеем. Можем даже заглянуть, что это такое, как это под капотом выглядит. Давайте в Settings зайдем и в Development. Смотрим. То Development. Все. Ну, нормально, почему нет? Он там, в зависимости от включенного режима, по-разному себя ведет. Это надо в доке читать. Так, с этим, собственно, разобрались. Значит, никаких URL у нас нет, ничего у нас нет, вообще ни хрена у нас нет. Давайте, молясь, починим вот это барахло, то, как оно работает. Значит, я возьму, как бы мне это сделать? Я вот эту штуку пока что переименую, как это называется, SRC. Мне чем не нравится вот Django и вот Emerald также. Они создают вот этот директорию, которая называется S, потом за еще одну директорию точно с таким же названием, где уже лежит весь код. Короче, не знаю, нахрена так делать. Постоянно какую-то чепушню нужно выдумывать, чтобы это починить. Так. Теперь, чего я хотел? Я хотел это барахло как-то запустить. Значит, надо сходить в документацию
и вообще посмотреть ее. А? Потому что я в нее ровным счетом ни хрена не смотрел. Так, а что там в About? Хорошо. Окей. Так, нам надобно... а, как ты... ну и, наверное, через main, да? Он запускается. Я хочу... Вот. Python, src, settings development. Это типа какие настройки можно применить. Вот, написано, что по умолчанию, по дефолту у него production стоит. Так, и нам надо будет потом скоммуниздить этот, какой-нибудь endpoint нарисовать. Ну хорошо, давайте вот это скопируем. Я ленивая жопа, я не хочу писать эту команду. SCG app, атрибут app, not found, модуль src. App, app, app. Бэу. Туда его. Запустить не смог. Так. А что делать надо? Так. Пу-пу-пу-пу. Где-то я читал, что, говорит, там есть, короче, говорит, подводный камень, и хрен ты так просто запустишь. Так. Видите опять. Великолепный Джанго. Использование пайдантик. Ну, то есть, ребята именно подписчики канала. Ай, шутка юмор. Я знаете, что сделаю? Я вот это... Вот это. Вот так вот скопирую. Пойду в apps. Создам контроллер. Ставим вот это барахло. Так. Только... и ладно, веб-сокет надо брать. Так. Пойдем в URLs. А здесь мы с вами на... я понял. Здесь мы сделаем вот так. Это у нас gateway. Да, не то ты подсказываешь. Gateway, слэш, include apps URLs. А как надо было? Хендлер. Стоять. Хендлер. Apps, контроллер. Что значит home? У меня там есть home, ни хрена себе. А он, ага, нельзя, надо и прям хендлер указывать, да? То есть мне его прям импортировать надо, да? А ну блин. Ну ладно, хрен с ним. Так, по костыльному сделаю, никто ж не обидится, да? И another, значит, и здесь у нас мы передаем в home. Что тебе не нравится? Хрень какая-то. Ну и ладно. Сейчас будем все проверять. И еще один гейтвей. Спасибо за подсказку, молодец. Так. Давайте попробуем запустить и посмотреть, на что он будет ругаться. Так, src app, да? А у нас это же main src. Ой, не там пишу. src.main. Так, no module name SM. Где это мы упали? Ага, это мы в main и упали.
В смысле? SM URLs, сорян, тут у нас SRC. Вау, он прям поднялся. Надо пойти посмотреть в браузере. Сейчас я куда-нибудь попытаюсь зайти. Так, показываем браузер. Зайдя по, ну, собственно, нашему вот этому локальному, вот он наш Hello World, да. И, собственно, какой у нас второй URL был? Это Another. Another. Оно работает. Давайте узнаем. Это не туда. Как схему рисовать? Значит, Open API. Docs Swagger. Кто, блядь, сомневался? Docs, да? Откуда скоммуниздено? Fast API, верно, молодцы. Так. Опа. Некие расе. Прям работает. Прям чётенько. Нормуль. Нормуль. Хорошо. Так. С этим ясно. С этим ясно. А почему оно подчеркивает? Так, это путь, понятно. HTTP Handler, View. Короче, хер его знает. Ага. И что у них еще там было интересного? И я не помню. Ну все, вот и весь обзор. Можно расходиться. Так. Что там у нас? У них хрена понаписали. Так. Зачем makefile? И без понятия. Старт либо поверх IO HTTP. Так. ZDust. Или Dest. Как можно найти работу по питону? Дай пару советов. Изучал питон год назад и в течение года создал плюс-минус 10 ботов. Пэт-проекты. Не могу найти даже стажировку. Ну, видимо, резюме херовое. Первый тебе совет: сделай нормальное резюме. Вот. А второе, пойди на специализированных сайтах, выложи свое резюме. Все. Вот тебе весь совет. Ну и, собственно, работу кем ты хочешь найти? Если бэкэндщиком, то нахрена, типа, тем людям, которых ищут бэкэндщиков, типа тот человек, который пишет боты. Так. Чего какой-то там битрейт, что-то не нравится Ютубу. Иди лесом, YouTube. Так. Кстати, что стало с Егором, который на G-Spot работал? В смысле, что с ним стало? Ну, я надеюсь, с ним все нормально. Работает парень. А, а что за плагин у вас код подсказывает? Ой, он как-то называется. Как он называется? Блин, как ты называешься? Кодиум. Кодееум, короче. Вон там, на экране его видно. Я выделил. Ну, мышка моя там была. Для новичков было бы полезно, таких как я, было бы полезно, если бы вы озвучивали ход мысли. Это самое дорогое. Ход мыслей чего? Что? Не совсем понятно. Ну, что конкретнее, что ты от меня хочешь? Вот. Соответственно, да. Так, сейчас надо кое-что клацнуть. Ага, вот так. В Django можно после Start Project ставить точку, и не будет доп. Директорий создаваться никаких. Я знаю. Это правда.
У тебя файл main, а запускаешь app. App — это приложенька само наше. Вот. Файл main, вот эта штука. Вот это мы запускаем. Да, что это за сын, говорит. То ли сына, то ли дочь, да? Что за вкладка servers в Swagger? В смысле? А хер его знает. Не знаю. Если PyCharm бесплатный, может подчеркивать. У меня PyCharm Pro. Анонс следующего стрима, если можно. А, я не знаю. Кто платный? Пишут ли на проде на синхронном Django? Я не видел. Проход мыслей я где-нибудь в комментах к вашим видео напишу. Не, можешь сюда написать, почему? Я почитаю и прямо сейчас применю это. Ну, постараюсь, по крайней мере, почему нет. Вы писали проекты на ROR. В чем разница с Django? Ну, в том, что это два разных фреймворка на двух разных языках. На ROR я не писал, но когда-то смотрел его. Вот, палкой тыкал и так далее, но не писал. И у них идеология, молясь, разная. Вот. В смысле, не знаю, как-то ж у вас темы рождаются, но они же рождаются не на стриме. Кодиум платный, наполовину платный, наполовину бесплатный. То, что он сейчас подсказывает мне, то это бесплатная штука. Вот, с ним даже тут можно, или нельзя. Вот, побазарить, или можно с ним побазарить. Надо только войти в аккаунт, типа JetBrains, и с ним можно тут как с GPT-шечкой базарить. Он, короче, может, типа, там видно, не? Ведь не видно. Вот такую шляпу там начинать разговаривать с ним. Можно ему что-нибудь написать. Он такой, hello, how can I assist you today? Ассист. Говори по-русски. Конечно, я могу говорить по-русски. Чем могу помочь? Видите? Работает. Вот так. Вот, работает. Ну, в общем, вот такая шляпа. Copilot мне заблочили. Вот. Приходится этой штукой заниматься. Tab 9 хуже? Не знаю. Так, давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас сделаем на 3 минуты перерыв. Перерыв. А, пишите пока свои комментарии, там вот это вот, ну не комментарии, мысли, да, вопросы. И мы сейчас залезем под капот вот этому Эсмеральд. Эсмеральд. Вот. И посмотрим, как он внутри устроен и чего в нем есть интересно. И особенно интересно посмотреть на его вот эти конфиги. То есть, по сути, ну, прям показывать, что умеет фреймворк. Он умеет все то же самое, что умеет любой другой фреймворк. Вот. И открыв документацию, посмотрев там permission и так далее, вот да, то, что мы просмотрели, это просто вариативность. Если мы увидели это в Django, что нам стоит это здесь написать? То, как пишется там пайданти, как строятся вот эти схемы, как строятся эндпоинты. Если мы смотрели на Fast API, на этот Starlet, нам будет понятно, как это здесь реализовано. В принципе, никакой разницы, да, не будет. Вот, поэтому какой-то там мега-супер обзор на то, как писать на этом фреймворке, нет смысла, оно везде от него одинаковое. Вот. Но было как раз интересно посмотреть, как он строит структуру проекта, да, и, соответственно, сейчас заглянуть к нему под капот, посмотреть, что там. Вот. Вот такие дела. Давайте 3 минуты, там 5, 3 перерыв и продолжим. Сейчас я вам фон бабахаю. И где мой кофе-брейк?
Так, ну что, продолжим, да? Евгений Сахаров. Блин, не могу не спросить, подписан давно и постоянно мучает вопрос, что у вас переносится? Шрам? Эм, Допустим, так. До хрена раз ломаный нос. Так, ну поехали под капот. Значит, что нас изначально интересует? Сам вот этот класс. Посмотрим на него. Э, Лиля. Он основан на Лили. За Лиля. Лиля. ACGI Framework, да? Или Лайла. Лиля. Лайла. Как тебя правильно читать? Питон, Лиля, значит. Ну, будем его называть Лиля, да? Так. Это просто Лиля. А, Погоди. Погоди. А где тогда... э, А где тогда... Или я неправильно прочитал документацию? Что-то я не понял. Погоди-ка. Ам, Погоди-ка. Что, где ты? Ля, боже ты мой, найти тебя не могу. Сейчас, еще разочек. Я хочу зайти в документацию. Так, прям надо изучить этот вопрос. Сейчас вы поймете, о чем я. Погоди-ка. Так, где наш терминал? Отключайся. Ирак. И все, ушел в ступор, да? Твою мать. Ща починим. Так, меня интересует Poetry Show. Ой, да, конечно. Да твою мать. Ты что, прикалываешься? А где Старлет? Или меня на это ли наедалово? Пойдамте вижу. А Старлет не вижу. Кто такой это Лиля? Блин, мне аж интересно. Лиля, пойду загуглю, что такое Лиля. Да не Яндекс мне нужен, боже ты мой. Google. Я в Яндексе ищу Google. Так, Лиля Python. Лиля. Сейчас я вам покажу Лилю. А, так, мысли 5 звезд. Чух. А есть тут такая зависимость? Есть. 0.3 версия, да. 0.3 версия. 0.3 версия. Лилио Дедев. Давай зайдем. Так.
from great inspiration, far away, simple, looking from work. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Lilia not full finish framework like Esmeralda or Forstap. Instead, Lightweight toolkit framework is used build it is working his. Ага. Ага. Понятно, что ни хера не понятно. И давай на GitHub зайдем. Так, 3 дня назад обновлялся. Ой, что такой большой. А, так, теперь возвращаемся вот сюда. А нет, у нас тут есть... Сейчас найдем. Application. И вот. Так, это класс. Так, где-то я сейчас глазами найду. Зависимости, там, до хренища чё. Сеттинги. Где я это видел? Эсмеральд, Транс, Лиля, Андер... Ага, вот. Где я это видел. Ага. Ага. А при чем тут Старлет? Я хер его знает. Ой, ладно, есть какой-то Лилия, значит, у нас. С каждым днем все больше узнаю. Ну ладно, потом разберемся с этой Лилией. Так, значит, где мы были? Надо все повыключать. Хренам. Открыть main. Эсмералд. Так, значит, есть, мы наследуемся от вот этой Лили, да? Здесь у нас все очень просто. Сета, settings модуль, debug, routes, middleware. Ага. Прям тут пишу документацию. Так, ну это понятно. Ага, то есть получается все, что этот Эсмералд этот пишет, какой он крутой тудым-сюдым. Все это наполовину вот это Лилия. А это типа надстройка. Ну, там, в принципе, в этой Лилии, да, так и написано, что пацаны, все дела, типа, не переживайте. Так и должно быть. Сейчас я еще разочек попытаюсь на русский это перевести. В мире CGI всегда полезно иметь альтернативы, и ни один инструмент не может удовлетворить все эти потребности. Лиля, вдохновленная теми, кто проложил путь, это более простой, точный, быстрый и простой в использовании набор инструментов фреймворка Python, нацеленный на простоту. Во многих случаях вам не понадобится полноценная веб-инфраструктура Python, поскольку она может оказаться непосильной для некоторых простых задач. Вместо этого вы предпочтете простой набор инструментов SCGI, который поможет вам разрабатывать готовые к использованию быстрые, элегантные, удобные в обслуживании и модульные приложения. Именно сюда помещает себя Лиля. Почти никаких жестких зависимостей, 100% питон, ну, типа питонячая, полностью типизированный и готовый к производству. Что приносит? Лиля приходит и приносит плоды. Вот это перевод. Облегченный набор инструментов фреймворков SCGI, поддержка HTTP и WebSocket. Задачи в SCGI называются фоновыми задачами. События продолжительности жизни.
Ну, лайфспан, короче. Родная система разрешений. Я предполагаю, что это permissions. А промежуточное программное обеспечение. Ну, типа Core, CSRF тогда. Родной и дополненный клиент. Система управления директивами для запуска любых пользовательских сценариев внутри приложения. Небольшие жесткие зависимости. Совместимо с Trio и Async.io. Динамическая система маршрутизации с помощью встроенного include и минимального шаблона. Родная система настроек, больше никаких раздутых экземпляров. Ага. В общем, если вы хотите написать свой фреймворк, берете Лилю и пишите свой фреймворк. Вот. Лилю можно рассматривать как фреймворк или набор инструментов, и причина это в том, что каждый компонент такой, как промежуточное программное обеспечение, пермишины, ну типа рауты и так далее, можно рассматривать как независимые приложения из CGI. Другими словами, вы можете создать промежуточное программное обеспечение или разрешение пермишины и поделиться ими с любой другой существующей платформой CGI. То есть вы можете разработать приложение Лиля, промежуточное программное обеспечение, разрешение и любой другой компонент и повторно использовать в Emerald или FastAPI или любой другой. Лиля это не полноценный фреймворк, такой как Emerald или FastAPI, а легкий набор инструментов, фреймворк, который можно использовать как для их создания, так и для работы самостоятельно. Лиля. Понятно? Угу. Есть у нас, значит, Лиля. Там мне на каком-то из прошлых стримов спрашивали, почему я не написал свой фреймворк. Если этот стрим наберет 1000 лайков, я возьму Лилю и напишу Олю. Серьезно, на полном серьезе. Что вы думаете насчет того, чтобы запилить свой фреймворк? Прям сесть и запилить. Так, пишите в чате, потом пообсудим. Давайте пока быстренько пройдемся, что у нас тут есть. Значит, настройки сеттингов, да, модули у нас. А дальше, ну понятно, а? Это то, что я рассказывал, да, у нас модульные настройки. Кастомные middleware, пермишины вот здесь. Есть state. State это как раз вот состояние нашего приложения. Мы можем с помощью вот этого state это отслеживать. Это очень сильно распространено во всех, ну, в большинстве фреймворков. Поэтому если вот an object that can be used to store arbitrary state. Вот request state, up state. Вот, это о чем я говорил. То есть, если есть такая штука, это сразу понятно, что это стейт нашего приложения. Хорошо, middleware, раутер. И вот здесь как раз прокидываются наши вот этот lifespan, startup shutdown, custom permission, сеттинги, include in scheme. Откуда ты взялся? Ага, ты взялся отсюда. Заглянем в раутер. Это полноценный самостоятельный класс. Lila Router Object. И он просто все это барахло собирает. И затем у него идет apply middleware, permission и appов. Apply middleware. Значит, что он делает? Reversed middleware. Ну, понятно, он все это дело собирает. Ничего здесь особенно интересного нету. Так, стартап из async label. Handler, shutdown. Ну да, здесь у нас это await или не await будет запуск. Handle router. Scope update child и это непонятно, что это за херня. Dispatch. Где ты взялся? Давайте на вот этот handle dispatch. Где этот handle dispatch? Это base path у нас. Какой-то куда-то взялся. Ага.
Self-dispatch, scope. Ага, ну вот, он просто их тупо, наверное, запустит. Ну да, в зависимости от HTTP, веб-сокеты. Так, ну пока сам код написан довольно приятно. По крайней мере, читабельно. Так, вернемся сюда. Значит, у нас есть routes, да, это просто наши routes. Set setting, load setting value, это неинтересно. Так, это вот settings. Значит, что это такое у нас? Лиля. И у нас есть тут settings у Лили. Соответственно, такая же штука settings у нас есть у Emerald. То есть, все, что есть, вот сейчас мы разбираем в Лиле, это автоматически есть в Emerald. А если settings модуль, тогда мы делаем settings модуль. Иначе Lilia settings. Lilia settings это Lilia lazy settings. Так, что у нас здесь есть? Настроечки, да? А какие настроечки? Которые Lilia conf global settings. Блин, нам бы как-то туда добраться. Global settings. Data class. Debug. По умолчанию false. Environment. По умолчанию вот. Production. То есть мы таким образом сейчас поймем, какие у нас есть вот эти изначальные настройки. И видите, они все берутся из вот этой лили. Версия. Схема включена. Default router pattern. Типа вот так. Я понял. Он типа будет искать вот в этих apps. Он будет, короче, работать как Django. То есть он будет в apps искать наши директории, а в этих директориях искать вот этот URLs, в котором будет указан вот этот route patterns. Все понятно. Это прям Django. Вот он, видите, route patterns. Вот он будет искать его. Enforce return annotation. И что это такое? Response annotation. Все понятно. Response. Так, false. Routes пустые, middleware. Так, значит, как это у нас есть settings, у него есть middleware, которая какая-то middleware. Ни хера не понятно. Пермишины. Надо сейчас будет с пермишинами разобраться, глянуть, как оно на уровне фреймворка обрабатывается. Так, это что у нас было? Я не понял. Это пермишины. Так, что это у нас? У нас есть permission протокол. Мы берем, наследуем, вызываем родителя. Дальше в call, это у нас async call, scope receive send. Мы получаем request, передаем туда вот эти штуки. Если наш elf admin in request headers, это как пример, мы await self app return rise, иначе мы говорим, что permission denied. Здесь у нас может быть... дальше мы пишем вот типа некая функция user, мы говорим, что это будет наш некий endpoint, и permission мы повесим вот этот define permission. Define permission это как раз у нас allow access, то есть доступ всем. Понятно. Exception handler. Кстати, там и в доке написано, что эксепшены очень там легко типа настраивать, по-другому типа их делать. Ну, типа свои кастомные. Насколько это правда, пока непонятно. Но самый интерес, классно, что здесь оставляют ссылки на документацию. Прям можно взять, перейти по нужной ссылке, посмотреть доку. Это просто классно. Супер. И очень хорошо описанная документация. То есть, что это, где об этом найти. Прям охеренный пример, как это заюзать.
Вот это да. Это классно. Ну, стартап, шатдаун, понятно. Lifespan, понятно. Это global сеттинги у нас были. Так, lazy setting. Что оно делает? Мы setting модуль, оно ищет вот этот environment variable. Если оно его найдет, оно, значит, будут применяться наши настроечки. Все с этим пока ясно. Теперь router pass for. Ну, это понятно будет у нас пути. Так, build middleware stack. Это построение наших middleware, server error, exception, async exist. Так, понятно. Как это не интересно, on event это не интересно, include. Прописываем все эти штуки-дрюки и прокидываем в раутер include. Понятно. Прям fast API мне напоминает. Так, host, понятно, add route. Методы, неймы, так, понятно. Так, вот Lilia, app, add route, и мы добавляем некий route. И вызовем add route. Add WebSocket route. Понятно. Add middleware, add permission. Self router permission started. Permission not be added once the application has started. Понятно, permission нельзя добавлять, когда приложение уже стартовало. Шел лесом. Так, и вот add child Lilia. Add child Lilia. Блин, чтобы понять теперь этот Эсмеральд, надо пойти смотреть, как работает Лилия. Это ее фреймворк, его документацию читать. Так, Child Лилия, да? Ага, вот мы наследуемся от Лили. И все. Ага. Лиля routes include child app. И вот здесь у нас child Лиля. То есть таким образом мы можем подключить другой app. Интересно. Интересно. Блин, у меня там этот не видно. Кто что написал? Не видно. Поломался этот. Что-то поломался. Что-то там. А ну, подождите, я сейчас сообщение в чат отправлю. Оп. Во. У Лили лого, как у так у слона. Похоже, что Лиля это микрофреймворк типа Фласка. Ну, Фласка, да, довольно, ну, микро, да, но он довольно большой. Лиля, ну, да, типа того. Если бы я знал, через что придется пройти, когда пошел учиться в интернет-академию на Python разработчика веб-программирования, да в жизни бы не пошел, а сейчас тупо ловлю кайф. Да, противоречие. Интересно высказывание, Женя. Стоит ли делать интернет-магазин на Django, как думаешь? Все зависит от того, чего ты хочешь сделать. Какой посещаемости будет, как ты будешь его развивать, в какую сторону и так далее. Ну, много чего. Вот. Есть много но, так скажем, и моментов. Насколько он будет большой, какой у тебя будет фронтенд, какая у него посещаемость, будешь ты его писать один или ты будешь его писать с кем-то и так далее. От этого будет зависеть, что ты выберешь. Вот. Так просто сказать, что да, бери Django или нет, не бери Django, нельзя. Ну, как бы можно, но не стоит. То есть всегда есть задача, и с какой стороны мы смотрим на эту задачу. Соответственно, если ты берешь фреймворк для того, чтобы он сделал за тебя большую часть работы, вот, и, как это сказать, сократил тебе время разработки, но ты не смотришь на архитектуру, на
то в какое-то легаси превратится, вообще во что это выльет. Тебе нужно просто сделать интернет-магазин, чтобы он запустился, работал, и потом, может быть, я перепишу, вот, тогда да, ты можешь взять Django и не задумываться. С другой стороны, ты понимаешь, что у тебя проект будет развиваться. Права на ошибку, условно говоря, нет. У тебя есть время, финансы и так далее, или ты для себя это делаешь, да, ну, то есть имеется в виду, что по-другому ты хочешь хорошо проработать, продумать архитектуру, как-то, чтобы, если проект вырастет, нужна будет нагрузка, чтобы его можно было там поделить на сервисы, к примеру, если нужно будет, да, или какие-то инструменты там взять. Многие вещи ты сам хочешь или будешь, или тебе нужно писать самостоятельно. Вот, и ты не хочешь, чтобы фреймворк тебе что-то диктовал, какие-то условия, да, тогда ты берешь другой фреймворк. То есть суть в том, что идея, выбор фреймворка должен состоять не в том, что вот этот фреймворк все за меня сделает, и я напишу в фреймворке, да. И я подхожу к этому следующим образом, что нужно думать, чем тебе фреймворк может помочь, а чем он будет тебе мешать. И вот из этого мы должны выбирать, как бы, какой инструмент нам в данный момент будет лучше. Не просто так начинают писать там или писали раньше на фласке, да, или там сейчас берут FastAPI. Не просто так. Почему не брать Django? Он что, плохой фреймворк? Нет. Он хороший фреймворк. Если уметь его готовить, все будет отлично. Но есть, опять же, определенный, так скажем, опыт и понимание того, что зачастую Django просто ставит палки в колеса. И приходится или фреймворк переписывать, или лесопеды какие-то изобретать, и так далее, и так далее. Вот. Потому что, да, у Django дохренища встроенных каких-то, не встроенных, а дополнительных расширений, да, которые мы, ну, типа установливали, у нас все есть. Это круто. А когда они перестают поддерживаться, а когда обновляется версия языка, когда обновляется версия самого Django, и что-то отвалится, что-то перестает работать. Вот с этим я столько раз столкнулся. Это настолько было, ну, сложно, то есть, когда из версии к версии, там, через 2-3 условно года нужно проект переписать полностью, потому что он просто неподдерживаемый. Потому что его просто там на каких-то полгода, год остановили разработку, он работал, потом нужно было дорабатывать, а уже доработать невозможно, потому что, ну, тупо устарело. Вот, и такого, ну, дохерища было. Но это вообще везде возможно, когда мы на другие инструменты полагаемся. Но, опять же, вопрос здесь нужно на подумать. Просто так ответить, ну, я бы не стал отвечать, что да или нет. Но я видел интернет-магазины на Django, и они довольно успешно работают. Мне кажется, сейчас не всем нужны сайты. Можно написать Telegram-бота для магазина. Ну, не всегда Telegram-бот удобно. Вот. Потому что хочется посмотреть список товаров, хорошо отфильтровать, посмотреть видео, к примеру, да? Я не знаю, там еще что-то. Ну, то есть, на сайте это удобнее сделать, чем в Telegram-боте. Даже в приложении, не знаю, возьмите тот же самый Озон или Валберес, да, какое-нибудь приложение. Там удобно, ну, то есть имеется в виду интерфейс удобный, можно видео запустить, посмотреть, можно отзывы почитать, там как-то с корзиной взаимодействовать, да, то есть сам интерфейс удобен. То есть в Телеграме добиться такого, ну, если то, что мы продаем, это чисто Telegram, ну, у меня бы мало было доверия такому продукту. То есть нету сайта, нету там приложения. Ну, типа, чё? Где-то меня на ё. Ну, типа, Telegram-бота может любой школьник сделать и потом, типа, выдавать себя за интернет-магазин, понимаете? Лидля — это их новый проект, ему несколько недель. По их задумке, они хотели отойти от Старлета и провели голосование в Дискорде. Пользователи согласились, чтобы Эсмеральд основался на Лилии. Я тоже проголосовал за это, чтобы посмотреть, что вообще у них получится. Дмитрий Морозов. Вот так вот, понятно всем? Вот, ага. Прям дискуссия. А скинь Дискорд? Или у них... подожди, у них на сайте, наверное, есть, да? Блин. Вот это я выпал из повестки. Вообще все мимо меня прошло.
всякие лилии. Раньше я вообще был в этом, как это, в тренде. Был в тренде. Где есть у них какие-нибудь социальные ссылки? А давай релиз notes, да, посмотрим. Вот. Moved from beta to version of это смирать full. Так, Лиля. Ага. Support for Lila and Drop Starlet. Все понятно. В третьей версии они это срезали. Большое тебе спасибо за пояснение этой штуки. Очень интересно. Было познавательно, кстати. И вот в релиз notes мы можем это отследить. Ну да, и я правильно понимаю, что у них вот это же... Ну да, мы сейчас это узнаем. Не надо мне говорить. Мы просто перейдем вот сюда и посмотрим. Emerald, Scaffold, Easy Search, Лиля. Так, надо все репозитории посмотреть. Что это такое? Сломался хером. WordPress, блядь. Что, но такое увидеть? А Edge это их датабейс этот. Афер этот. Edge. GitHub. Не, херня какая-то другая. Edge. Арсил. Ну, понятно. Все это из одной экосистемы. Очень интересно. Прям посмотреть, что получится, если прям вот так развивается. Жалко, что Масонайт так активно не развивается. Ну вот прям у него там под него тоже очень все просто писать. И было бы круто. Но, скорее всего, он, ну, на него не обращают внимания по той причине, что он не асинхронный. То есть он чисто синхронный. Что меня немножко печалит. Так. Ну, понятненько. Круто. Круто. На самом деле круто. Пишем на спринге. На спринге. Ну да. Так. Хорошо. Обсуждали. Поняли. Надо продолжать ковырять код. Но перед этим давайте сделаем кое-что мы сделаем. Мы сходим на перекур, и я хочу посмотреть Лилю. Я вижу 3 недели назад. Еще такой думаю, не может быть, чтобы что-то, фреймворк, которому, ну, типа версия 3.0, эта версия 0.3 основывался на чем-то, ну, чему 3 недели, типа. Вот, и я даже не подумал, что они, может быть, переехали. Но когда я зашел, да, на репозиторий, ну, то есть глянул на это, думаю, 3 месяца, 3 месяца, типа, 3 в недели. Думаю, ну, круто. Будем посмотреть. Так, давайте. Значит, 3 минуты перерыв и продолжим ковыряться и обсуждать вот это вот все дело. Кстати, если кто-то работал с Эсмералд, есть какие-то уже, ну, мнение свое, да? Вот. Пишите, будет очень интересно послушать.
Так, ну что, надо ехать дальше, да? Пуру-пу-пум. Опа, а там был донат, а оно меня не оповестило. Блин, полчаса назад. Ай-яй-яй. Так, смотрим. Аноним. 250 рублей. Большое спасибо. Привет, заранее извиняюсь за глупый вопрос. Правильно ли из сервиса дергать метод другого сервиса? Или сервис может взаимодействовать только с репозиторием? Очень интересный вопрос. Прям интересный. Ой. Хотелось бы ответить, я не знаю. Ну, как вариант. Вот. Но так не получится, я предполагаю, да? Потому что все-таки донат. А как бы тебе ответить? Прям надо порассуждать. А, вообще не... короче, я пришел к такому выводу. Ну, через опыт, не костыли, всякие там насмотренности, обсуждения, рассуждения и так далее. Что если мы рассматриваем, ну, скажем так, три слоя, условно говоря, контроллер, сервис, репозиторий, да, и сервис это у нас как бы некая бизнес-логика, репозиторий это, собственно, общение с неким сториджем, а контроллер это, ну, собственно, контроллер, вот, то если мы говорим, что сервис, он должен быть изолированный, и другой сервис не, ну, как бы это сказать, смотря в каком контексте мы находимся. То есть, если это у нас один и тот же контекст, вот, ну, к примеру, у тебя есть сервис, ну, не знаю, там, авторизации, условно говоря, где пароль хэшируется, ну, условно говоря, да, там можно установить новый пароль, залогиниться там и так далее. А есть сервис юзера, да, то с точки зрения, ну, прямоты использования, ну, прям наглядности, и они находятся в одном контексте, то есть, условно говоря, ну, контекстом здесь мы будем называть одну директорию, то тогда, в принципе, он может его дернуть. То есть сервис юзера дернуть сервис авторизации, к примеру, для того, чтобы там пароль запросить, поменять. Или наоборот, сервис авторизации дергает сервис юзера, да? Если мы говорим, что они находятся в разных контекстах, то здесь бы не стоило бы так делать. Потому что тогда начинается сильная запутанность, кто кого дергает, и мы можем вообще в какой-то момент прийти к циклическим импортам. Вот, и наш код все превращается в вот эту сильную связанность, чему бы нам не хотелось. И поэтому здесь я сам для себя вывел еще один слой, назовем его use case. Ну, как хочешь его называй, я его назову use case. Условно говоря, это слой над сервисом. То есть сервис это наши бизнес какие-то штуки, вот, и они не смотрят, не торчат внаружу. Вот, только какие-то определенные вещи мы можем, ну, типа, показать. А если мне нужно, чтобы у меня было взаимодействие двух контекстов, вот, но эти контексты не должны пересекаться, я напишу некий use case, где вызову один сервис, вызову второй сервис, и если нужно, как-то с ними повзаимодействовать. То есть напишу некую вот такую надстройку над ними. Они не будут друг о друге ничего знать, они не будут друг друга импортировать и так далее, но будет некий еще один слой, который сделает их взаимодействие. Вот. А почему я его назвал use case, там, а не сервис, да, чтобы, ну, просто не путаться в именованиях. И получается следующим образом. Есть у меня некий контроллер, который делает там, ну, пользователя, имеется в виду регистрация, сброс пароля, там, к примеру, да, авторизация и так далее. А есть некий сервис, который работает чисто с пользователем. Что это может быть? Это может быть пользователь, профиль пользователя, он там все аватарки загружает, имя меняет, еще что-то. Или админ,
который, собственно, создает пользователей, просматривает, банит их и так далее. То есть у нас разные контексты использования этого, да, то есть у нас разные акторы, вернее, и так далее. И вот у меня в какой-то момент нужно по каким-либо причинам сделать так, чтобы повзаимодействовать с вот этими двумя сервисами. То я тогда напишу некий use case, то есть контроллер вызовет этот use case, а этот use case пообщается с двумя вот этими контекстами. Здесь все зависит от того, каким образом мы строим вот эту архитектуру. То есть никто нам не запрещает вот таким образом сделать. Есть другие подходы, как вариант. Это зачем use case здесь? Это для наглядности, потому что мы прямо видим, что у нас есть мы вызвали use case, к примеру, там что-то там юзер. И здесь мы сходили в один сервис, здесь мы сходили во второй сервис, они дернули свои репозитории, мы сделали какую-то логику, все наглядно. А есть другой вариант, чтобы не ходить в два сервис в сервис, мы бы могли делать отправку сообщений. Вот как в Lightstar вот этот Emmet сделан. Или медиатор какой-нибудь реализовать. Что это значит? К примеру, при что придумать? К примеру, нам при регистрации пользователя нужно отправить имейл. Да, и вот у нас есть сервис некий, который отвечает за отправку имейла. И вот здесь у нас регистрируется, и мы можем вызвать, да, сходить в этот сервис, вызвать его и чтобы send mail сделать. А можем построить над ним класс, который скажем, так, вот, ты создай пользователя, а ты отправь email. Более наглядно. А можем сделать вот эту отправку сообщения, то есть некого события, да, что регистрация пользователя, и мы поднимаем событие, что нужно отправить email. И вот этот сервис email, он, к примеру, отслеживает это событие, что при регистрации пользователя ему нужно же там отправить email. Но эта штука более такая ненаглядная, и, соответственно, когда мы пишем, что где-то это произойдет, нам нужно пойти и найти, а где это произойдет. Ну, то есть в коде, да, это не так, уже не так прозрачно. А если мы начнем увлекаться вот таким, чем больше у нас проект становится, мы начнем увлекаться вот этими отправкой сообщения, то получится таким образом, что у нас будут возникать события, что мы что-то сделали, вот здесь возникло некое событие, и где хер его оно сработает, мы его знает. Вот, тоже можем прийти к этому моменту. Поэтому здесь как бы мы выбираем для себя какой-то более удобный для нас вариант. То есть, исходя из наших, так скажем, потребностей. И сказать, что правильно, неправильно, можно ли или не можно, все зависит от того, как мы строим проект, какую архитектуру мы берем и как мы договариваемся, это должно работать. Ну, типа того. Вот. А чтобы понять, как это должно работать и так далее, для этого берем Rust, его модули, и смотрим, как они диктуют правила приватных, неприватных вот этих вещей. И придумываем. Так, надеюсь, ответил на донат. Вот. То есть это интересная довольно тема. Прям посидеть, пообсуждать, в каких ситуациях, потому что всегда найдется плюс 100-500 этих вариантов, когда мы как делаем, вот, когда мы как не делаем, и с какими проблемами мы можем столкнуться, вот, и нужно ли нам, типа, так делать, потому что чем связаннее у нас эта штука будет, тем, короче, наш код превратится в сильную связанность, а мы как бы этого сильно, не очень-то очень хотим и так далее, вот. Короче, а есть кейсы, когда нам наоборот это нужно. Потому что это более наглядно и понятно вот эта последовательность действий. Зарегистрировался пользователь, мы отправили email. Как еще нагляднее тут сделать? Вот. Вот. Ситуации разные. А есть у нас некие контексты, вот, или проекты, у которых, такая сложная доменная область. Вот. И у нас дохренища чего там происходит, у нас вообще дохренища разных правил.
бизнес-правил. Вот я сейчас над таким проектом работаю, и там очень-очень много будет ну, моментов, что должно произойти, начиная от автогенерации, там, сигнализировать о том, что что-то произошло, сохранить картинку, там, ну, там дохерища чего будет, сходить в другой сервис и так далее. Вот, и если, ну, неправильно, ну, не то, что неправильно, а как-то спроектировать, ну, не так, как нужно, с ростом проекта, ну, просто развязать его будет, ну, сложно. И, соответственно, я уже там, ну, по ходу написания проекта пару раз его рефакторил. Потому что начинаешь, ну, больше понимаешь, ага, вот лучше вот так сделать, вот лучше вот так сделать и так далее. Вот как разбить это все, не всегда понятны границы, да, вообще, где у меня этот контекст, как оно должны ли быть они как-то объединены, потому что все, в принципе, оно все как бы связано, но по сути это разное. Ну, понимаешь, это такая тема, что нужен конкретный пример, и плюс этот пример не должен быть простым. Ну, то вот у нас есть авторизация, вот у нас есть регистрация, вот у нас есть пользователь, или там еще что-то. А более такие серьезные вещи, вот на них рассматривать, на них и как раз, ну, зачастую мы спотыкаемся, и типа, и как это должно быть? А хер его знает. Как придумаешь, так и будет. Пожалуйста. Спасибо за донат. Еще раз. Так. Так. Чего надо? Пойти в код, да? Пойти в код и продолжить смотреть Лилию. Так, вы пока там продолжаете писать, я отвечу на ваши сообщения потом. Как задолбаюсь. Сколько строк, матер? Как задолбаюсь 1000 строк. Стринги читать. Так, в общем, есть у нас Лиля. Отлично, все, мы это разобрались. Вот у нас есть слоты. Значит, конфиги устанавливаются. Ну, в принципе, переписанная документация Лили под лад Эсмеральд. Эсмеральд. Так, что это такое? Контакт. Что это такое? Nameback, это email. А, это для доки. Это для доки. Так, Terms of Service. Ага. Лицензия, security, сервер. С. Так, это что? Это у нас лист диктов. Лист диктов. Я прям вот эту штуку сейчас скопирую. Пойду вот сюда. Пихну вот сюда. Открою вот здесь. Клацну вот так. Жмякну сюда. Переключу вот так. Зайду вот сюда. Не туда, вот сюда. Обновлю вот так. И вот он наш сервер. Это то, что был задан вопрос. Что это такое? Теперь мы поняли, что это такое. Вот, видишь? Мы прям на разные серверы тестинг, example. Непонятно. А, вот тут мы переключаем. Ля, ты шо, прикол? Понятно? Понятно. Так, с этим разобрались. Интересненько. Хорошо. Возвращаемся. Все критки, ну, ясен пень, что это такое. All of it host понятно. All of it origins понятно. Permission. Так, надо разобраться с permission. Is admin base permission, has permission, request header get admin false, return. Ага. В общем, а если вы в DRF писали пермишины, а у меня есть такие видосы на канале, соответственно, ничего здесь сложного нету. Но надо взять вот так, пойти вот сюда,
написать вот так. Нет, я не так сделаю. Подожди, я сделаю все четенько. Я пойду. Создам вот здесь апу. Назову... Как я ее назову? Users назову. Юзер. Так, значит, что тебе не нравится? А, я main сломал. Здесь создам файл, назову его permissions. Бабахну вот эту штуку. Эй, подожди. Класс. User permissions. Permissions. Наследуемся от base permission. Импортируем. Конечно, импортируем. Твою мать. Это же PyCharm. Почему ты не понимаешь? Откуда надо что импортировать? А? Блин. Из мира. Я понял. Так. Значит, from Emerald. Вот так вот. И пойдем посмотрим на этот base permission. Он основывается на метаклассе base. Так, это что такое? Ага. Понял. Так, значит, пум. Has permission request. API view. Это прям у нас API gate handler. Значит, он должен, ну, понятно, вернуть у нас некое булевое значение, да? А headers get all of it access. И он вернет просто true. Has permission. Он возвращает по умолчанию true. Base abstract user permission. Has permission. Request API view. Так, request ищем user. Мы его вернем, если он есть. Иначе мы вернем false. Is user authenticated. Типа ни хера не работает. Из stuff тоже ничего не работает. Love any он возвращает по умолчанию. Deny all он все запрещает. Is authenticate он ищет, берет, вернее, has permission передает ему. И булевое значение. Ага. Is admin user. Request user. И это будет наш stuff. Тогда вернется true. Is authenticate or read only. И здесь у нас проверяются методы. Это сейчас вот эти. Ой, сломаль. И проверяется этот. Угу. Руч. DRF вам в помощь. Я думал, тут что-то будет такое. Ух. А здесь нормальные обычные пермишины. Угу. Понятно. Ничего нового. Ну ладно. Это хорошо. Так. А на какой они... как нам их цеплять? Так, это у нас permissions. Это наш application. Но я же не хочу... Бля, какая же она здоровая. Так, на Emerald все это вешать. Можно сейчас док будет зайти и глянуть. Так. И я имею в виду, чтобы на конкретный путь повесить. Interceptors. Так. Ага. Логер. Так.
зависимости. Inject. Ага, интересно. Дайте я гляну на inject. Это у нас из Emerald. Inject. И идем, смотрим на inject. Значит, это нечитаемая, непереводимая херня. Так, это откуда-то, откуда? Ага, понятно. Inject. Dependency signature model, use cache. Так, кэш, async callable await dependency. То есть или синхронно-асинхронно. Так. Что мы вернем? Other is self. Или instance other self class. И other dependency равно self dependency self to value. Ага, или то должно сработать. И dependency. Ага, он просто вызовет, передаст вот это keywords. Ага, я понял, inject как работает. Ничего сложного. Так, но суть в чем? Это прям пальцем хочется тыкнуть. The provide the bypass at the way via direct callable via string automatically imported by the application. Так, factory provides. Это провайдеры, да? Так, перед тем, как перейти в permission, мне интересно посмотреть. Ой, перейти в зависимости. Так. Permissions. Ищем permissions. Так, это понятно, да? Это понятно. Это понятно. Это тоже понятно. Да, это тоже понятно. Так, у нас есть routes, gateway. А вот. То есть мы можем permissions повесить на route, а... Непонятно. Понятно. Сейчас покажу. Скорее всего, я предполагаю, что это так работает. Мы заглянем в наш контроллер. Где он? Вот сюда. В наш get. И посмотрим на его, есть ли у него permission. Вот они. Ага, мы можем permission передать вот здесь. Я хотел просто узнать в контроллере. Они показывают там, что мы на Emerald этот вешаем, да? И давайте мы на вот этот other, вот здесь, мы скажем, что у нас есть permissions. Это будет user permission. Так, запускаем. Нет, перезапустился или сломался. Что ты хочешь от меня? Короче, что-то в нем ломается, я не знаю. Так, пойдем в оперу и посмотрим на наш свагер. Сейчас мы обновим. Ничего не поменялось. Значит, сначала выполним на home hello world и выполним на another. Вот. Authenticate middleware must be installed to access request user. Ага, 500 ошибка. Мы нахрен все сломали. Согласен. Нельзя просто так взять и сделать. Значит, мы вот здесь должны не request user, к примеру, да, а что у нас вот здесь? Что у нас вот здесь? Это наш API View. Итак, сейчас вот будет вот так. Значит, и мы вернем true, если API View name равна home. Написал.
иначе false. Перезапускаем. Сейчас изобретаю просто полнейшую дичь. Не обращайте внимания. Так, you don't to have permission before this action. Вот, вы, говорит, шел лесом. Да? Отлично. А если эта штука будет у нас равно another, тогда мы вернем true. Бау. Вообще на изи. Хорошо. Вот это я понимаю. Разбираться в фреймворке. Хорошо. Теперь надо разобраться с зависимостями. Так. Посмотрим. Так, это нам не надо. Это что такое? Что это такое? А, это Emerald. Create webhook signature model. А, тут и веб-хуки есть. Кстати, на минуточку. Так. Чего мне надо было? А, зависимости. Так. Сейчас мы попытаемся вот это все убрать. Вот это мы оставим, вот это мы оставим. Значит, надо тогда сходить в доку. Можно, конечно, в коде почитать. Но такое. Значит, ага, вот. Зависимости. Итак, смотрим. Есть у нас вот зависимости. Мы можем написать типа user inject get user model. Вот get user model. Он будет, собственно, что-то делать. Ну, вернем нам юзера или none, да? Дальше мы вот здесь пишем user и делаем из этого inject. И он должен нам сюда это прокинуть. Правильно я понимаю? Ну, типа того. Но это не точно. Значит, пошли проверять. Ой, не туда. Так, что мы делаем? Значит, мы здесь пишем, что у нас есть зависимость. Зависимость у нас как пишется? Я забыл. Ага, это у нас словарик. Итак, здесь мы пишем, что это тест. Inject str. Очень интересно. Почему... Блин, да почему ты не видишь этот... Как он называется? Зависимости. Так, не str, ты что, гонишь? Мы вот здесь напишем некую функцию синхронную. Назовем ее myTest. myTest inject. Вот. Хрена ты нам не возвращаешь inject, непонятно. И она будет нам возвращать строку, а в строке мы напишем капибара. Капибарин. О, вот так написано. Капибарин. Капибарин, да. Так, будем вызывать наш вот эту штуку. Здесь мы пишем, что это тест. И это строка. И это равно вот этот наш инжект. Вот так. И значит, вот здесь мы будем делать не... А что ты хочешь? Injects. Блять. Injects какой-то есть. Ты что такое? Шли почитаем. Field info. Что такое field info? Файл. Form. Body.
Чё? Path? Query? Cookie? Header? Param? Да, блять, откуда ты берешься? Так. Это класс called information about a field. Мгм. Ну, в общем, понятно. Так, это нам не надо. Хорошо, значит, мы говорим, что это тест, и вот здесь мы будем вот тут в detail, мы будем выводить наш тест. Ой, тест. Да? Да. Так, это дело у нас перезапускается. Идем в оперу. Идем вот сюда. Копибарим. Оно работает. Оно живое. Неплохо, неплохо. Но это не все. Это я уже где-то видел. Так. И дальше, поехали. Значит, user injects object to will inject to dependency to handler. Ага, понятно. То есть использовать нужно inject, а чтобы это чтобы сделать ее как бы зависимостью. И типа внедрить нужен вот этот injects, чтобы он понял, что это зависимость. Скорее всего. Потому что если мы это не сделаем, давайте проверим. Если мы уберем вот так и перезапустим, сходим вот сюда, обновим. Чё, ни хера не сработало? Чё? А нахера оно надо? Непонятно. Сейчас, погодите секунду, у меня опять не хочет ювикорн выключаться, мудак. Сейчас я перезапущу сервак. Так. Оп. Ага, был неправ. Сорян. Я думал, здесь появится оно как, типа, что он требует, как параметр. Ну, не ты. Ну да ладно. Так, хорошо. Вернем, как было. Вот так было. Так, теперь вернемся сюда. С этим ясно, да? Значит, мы можем на вот так. Что у нас получается? У нас есть некий first dependency. Это 20. Second dependency. Он ожидает number некий. А вот этот ожидает у нас некий, я так понимаю, is valid, да? Дальше. Routes include route gateway me, вот этот. Dependency is valid, вот этот. Который будет second dependency, вот этот. Так? Так. Dependency на все у нас будет first dependency, который будет number. И он будет прокинуть вот сюда, то есть в саму вот эту зависимость. Ага. Мы это видели с вами, как ни странно, в Lightstar. На минуточку. Вот. Ой, у друг друга идеи забирают. На самом деле, это самая очевидная вещь, которую можно было реализовать. Вот. Поэтому схожесть фреймворков, когда замечаешь, это, ну, потому что, типа, а как по-другому? Не, есть, конечно, варианты, как по-другому. Вот. Но то такое. Надо телегу выключить. Пишет она мне. Так, хорошо. Ну, мы это проверять не будем. Здесь понятно, в принципе, как оно работает. Exceptions, говорит, будет. Говорит, пацаны, крепи булки. Так. Можно респонсы делать, понятно.
Не понял, мы уже что-то куда были, блин, в dependency уже, мы уже перелистнулись в exception. Понятно. С этим разобрались, да? Теперь у нас есть interceptors вот этот. Значит, что такое? Что такое interceptors? Из many, ты. А эта хрень умеет переводить на русский? Блин, придется читать на английском. Ах, понятно? Ни хера не понятно. Не, ну что это такое, это понятно. Так, это куда меня? Это уже куда-то меня перехлестнуло? Или еще нет? Или я еще и все на... Ага, нет, я еще на них. Так, и получается... Что у нас получается? Как мы... Ну, идея в чем? У нас, короче, типа, вот эта штука, она может, ну, я бы хотел сказать, что она, типа, стоит посередине, типа, вызываться, если бы я всегда запоминал before и after, это до или после. Блин, пойду переведу. Постоянно забываю, это кошмар какой-то. До. Значит, вызывается до... Где это я читал? Где-то это я прочитал. Блин. Где? Так. Да так. Ага, before passing to the API for logging and anything. Так, и вот здесь у нас написано, что это мой интерсептор, значит, вызванный до нашего этого reaching handler. Вот. Напоминает этот промежуточное программное обеспечение. Так скажем. Ну да ладно, значит, как оно... ну, мы его вот сюда, к рауту, ну, к нашему, да, хендлеру вешаем. Вот, окей, оно сработает. И, соответственно, как нам его написать? У нас есть базовый, типа, Emerald Interceptor вот этот, метод, который будет name, так, cookie Interceptor. Короче, вы поняли. Блять, а чем он отличается от... middleware? Я такую штуку видел. И это называется middleware. И называется это Masonoid. А это что ты пишешь, блин? Значит, зайдем вот сюда. Ой, как ты меня бесишь, боже ты мой. Почему черный? Так, и middleware. И мы можем ну, там, на определенный веб это прям на целый этот повесить. Как он называется? Ну, типа контекст. Вот. Значит, большой такой. Так, ну это понятно, параметры. Нас нет, а нас... Вот, смотрите. Вот здесь. Вот здесь. Вот он наш раут. И вот на раут мы вешаем middleware. Вот можем написать его. Видите? Я же говорю, я где-то это видел.
Соответственно, если мы посмотрим на рауты, вот, мы можем как на один раут middleware вешать, так и на лист, на группу. Так, тут где-то сейчас должны быть группы. Па-па-па-пам. Вот, у нас есть групп, вот она. И значит, ну, вернее, вот эта наша группа раутов будет. И на весь вот этот раут, снова весь, вот вешаться вот middleware. И мы можем указывать какие. И, соответственно, мы можем чисто на какую-то группу это повесить. Так, у них что-то с этим сломалось. Вот, да, мы на группу вешаем. Вот оно открылось. Вот, вот оно закрылось. И вот мы префикс для группы делаем, и вот middleware для группы. Всё верно. Да, где-то я это видел. Может, конечно, я как-то неправильно осознаю эту штуку. Вот. Дайте я пытаюсь это перевести на русский. Это специальные объекты Emerald, реализующие интерсептор протокол. Какие бывают перехватчики? Во многих случаях вам понадобится какая-то логика, которая фиксирует запрос до того, как он достигнет конечной точки API. Они могут быть чрезвычайно полезны, например, для сбора некоторых данных перед передачей в API, для регистрации чего-либо особенно полезно или любой другой полезной логики. Добавьте полную дополнительную логику перед запросом, выдавать исключения перед обращением маршрута, разрешить базовый функционал, добавить сюда дополнительную логику, например, кэширование, журналирование и так далее. Emerald не реализует двустороннее выполнение метода, то есть перехватчик используется для захвата запроса, но не ответа. Ага. А middleware тогда и ответ, и прием. Да? Middleware. Ях. Хочу на английском читать. Так. Emerald включает несколько классов промежуточного программного обеспечения, уникальных для приложения, но также допускает некоторые другие способы их проектирования с использованием протоколов. Вдохновленный другими замечательными фреймворками, Emerald предлагает аналогичный подход к протоколу промежуточного программного обеспечения. Давайте будем честными, мы не можем заново изобрести велосипед для чего-то, что уже работает из коробки. Мне нравится, как они написали документацию. Типа, мы вдохновлялись, и вот прям на каждой странице об этом говорят. Мы взяли это из Табота фреймворка. Это мы не изобрели велосипед. Молодцы. Не то, что Fast API. Я сделал, я там это. Что ты сделал? Так. Так. Существует два способа разработки промежуточного, ну, middleware, короче, для промежуточное обеспечение Lily и протокола Esmeralda. Эм, м, м, ну, понятно, в общем. Там просто будет middleware. У нас получается, если мы берем Lilia middleware, вот мы ставим middleware, и у нас разные вот, ну, типа уже есть встроенные, есть Emerald протокол, middleware протокол, так, app-config, call, self app. Где? Зачем? Куда ты потерялся? Masonite. GitHub. Добре. Где GitHub? Так, это документация. Нас интересует Masonite. SRC. Masonite. Ух.
Где ж middleware найти? Вот middleware. Middleware. Да. Отлично. Так, это добавление, remove, get равно middleware. Это когда мы там подключаем их, ну, короче, специфика фреймворка. И давайте какой-нибудь, ну, вот course, да? Course middleware, before, request, up make course. Дальше происходят всякие штучки, return request, after, course, т-т-т-т-т-т, match. И возвращаемся в документацию вот этого. Иди сюда. Сейчас мы пойдем смотреть на тебя под капотом. Ага, нам нужно реализовать init и call. Что ты такое? Runtime checkable. Ну типа проверка в рантайме. Мгм. Так, что у тебя еще тут есть? Где они все эти твои middleware прячут? Так, сейчас. Шли дальше документацию смотреть. Значит, quick example. Init app, self app, keywords, call, scope. Вот, да, это simple middleware, sample. А это another middleware. ТТТРТ, app, scope, init. Смотрим на Masonite. Блин. Я хотел этот момент показать-то, а? Эй, пу-пу-пу-пум. Verify CSRF токен. Encrypt cookie, guard middleware. Ну, это реализация их. Ну, у них, короче, там идея в том, что есть два метода before и after, вот, которые вызываются. И там на уровне core самого, ну, корнель, вернее, оно разрешается. Ну ладно, не суть. Короче, кстати, что хотел сказать. Очень классно написан внутри фреймворк. Вот. Просто любое что-то открываешь, пайплайны, к примеру. Блин, прям легко читается, не перегружено, так все аккуратненько, четенько сделано. Не этот. Ну, в общем, легко читать, разбирать фреймворк. Так, ладушки. С middleware понятно, нужен init, который мы вызываем родителя, получаем вот этот app, и у нас есть call, который должен что-то сделать. Base out middleware. Итак, jot of middleware. Ну, здесь мы еще конфиг. Receive user. Await user. Authenticate. Из хедера получаем API header. Но токен пошел в баню. Потом мы токен, декод. Декодируем наш токен. Self-receive user. Вот мы вызвали его. Получили, то есть, нашего юзера по ID, который у нас зашит в токене. И, соответственно, out result, что это такое? Что это такое? Ага. Возвращаем юзера. И можем вот
То есть у нас уже есть готовые в middlebarках, короче, готовые авторизация такая. Так, сеттинги есть. Что это важно. If you need to specify parameter, это не интересно. Так, CCRF, Force config. Угу. Блин, до хера всего. Лиля middleware. Так, где Лиля? Мы были, вот Лиля. Лиля. Ищем. Где в тебе что-нибудь найти? Хер там. Вот, middleware. Так. Base. Итак. Define middleware. Self middleware. Понятно. Давай на курс походим, посмотрим. Хера себе тут кода. Так, это у нас init, да? Ага. А вот это будет call. Там, где у нас уже непосредственно идет обработка. Блин, ни хрена тут понаписано. Ну, конечно же, мы в этом разбираться не будем. Так, ладно, с этим понятно. Ни хера не понятно, но очень интересно. Надо сходить в чатик. Чуть запарился читать. Middleware. В общем, есть эти. Как они, что там называется-то? Интерсепторы эти, да? Есть у нас middleware. Хорошо. Хорошо. А как работает SMTP на Django Prod? Там есть какое-то ограничение по отправке сообщений, и нужно ли ставить use SSL true или подойдет use TLS true. Ну, все зависит от того, каким ты... Ой, как он называется? SMTP, да? Пользуешься, и что там тебе говорят, как его настроить, да? Вот. И какое ограничение по отправке? Ну, все зависит от твоего SMTP. Даже не Django, ну, отправляет. Я имею в виду, это ж не его сервер. А как можно, как сделать так, чтобы можно было отправлять уведомления всем пользователям с моего Django сайта через сигналы? Или под это есть уже инструмент? Что ты имеешь в виду под всем пользователям моего Django сайта? То есть те, которые сейчас находятся на сайте, ты имеешь в виду? Или что? Немножечко очень... Или почту отправить? Что значит сообщение? Ну, надо более подробно как-то задачу. Привет. А получится сделать что-то типа соцсети на Python, только на библиотеках MySQL Connector и ТК. И Текинтер. Текинтер. Блин, я его ненавижу его читать, это название. Текаинер, короче. Привет. А получится сделать что-то типа соцсети на питоне, только на библиотеках? Нет. Как? А зачем? Не, ну можно. Да, почему нет? А зачем? Ну, типа, ну вообще можно, почему нет? Кто тебе запрещает? Зачем люди используют схемы, дата-классы в DRF? Видел, что их используют, но так и не понял. Ну, потому что, не знаю, так удобнее, так лучше.
Уведомление, типа там будет галочка на сайте, и цифра 1 нажимает на нее, и должен отображать уведомление, типа сегодня у нас какое-то мероприятие, и этот человек подписался на вас и так далее. Для этого тебе нужно использовать WebSockets. Ну или хотя бы, а, как эта шляпа называется? Забыл. Забыл. Ам, сервер Send Events. Вот. Собственно, если ты хочешь, чтобы у тебя чисто сервер отправлял уведомления, ну типа, вот можно использовать SSE. Если тебе нужно, чтобы пользователи как-то на это, ну, в реал-тайме также реагировали, то тогда веб-сокеты. На DRF сложно веб-сокет подключить? DRF не может работать с веб-сокетами, потому что это для HTTP. Если ты в Django хочешь заюзать в веб-сокете, для этого тебе нужно Django Channels библиотека. Просто возникают проблемы с использованием BD удаленно. Один раз оно заработало, но после того, как урашнула винду, и я ее переустановил, перестала работать. Теперь не знаю, как делать коннект на мой IP. Я использую MySQL Workbench. Я не знаю, если честно, что у тебя там происходит. Вот, это первое. Почему ты не можешь какой-то там коннект установить? Вот. Но опять же, ну, очень мало информации, чтобы тебе что-то ответить. Понимаешь? И еще не успел до конца FastAPI расфорситься, а тут уже Эсмеральд какой-то. Да чё он не успел расфорситься? В смысле? Он уже старик, его пора на помойку отправлять. Слышишь, сколько ему давай посмотрим. У меня канал уже давно закрылся по FastAPI. Блин, что? Уже старый, никому не нужен. FastAPI. Когда он там на свет родился? Так. Пу-пу-пу-пум. Смотрим. Юх. Юх. Так. Юх. Юм. 011. Когда это было? 18-й год. Да? Вот есть там еще? Это сколько? 6 лет. Блять, 6 лет? Серьезно? Прикинь? Ну да. Ну, 5, да? 6 лет. И он уже старый, он нахер уже никому не нужен. Вот такие дела, прикинь. Ну, на ХХ он далеко не на каждой вакансии есть. В основном там либо DRF, либо обычно Django, если совсем Legacy. Ну, бывает еще DRF и FastAPI требуют вместе. Но опять же, все зависит от того, какие начинают проекты, да? Вот. Кто начинает эти проекты? Соответственно, где начинают эти проекты? И так далее. Это очень важно. А теперь, не единым ха-ха будем живы.
да, есть у нас и другие направления. У нас есть Node.js, на котором тоже, кстати, пишут бэкэнды. PHP никто не отменял, да. Некоторые делают на Ruby on Rails сайты. Редко, но делают. Я был на одном проекте, где бэк был написан на рельсах. Соответственно, никто не девает ту же самую Java, Spring и так далее. То есть, условно говоря, у нас есть куча продуктов, которые, ну, на бэкэнде каким-то образом пишутся. И у нас есть куча инструментов, которые используются для написания этого бэкэнда. Поэтому, ну, Python — это не единственный стек, ну, язык, который используется на бэкэнде. Так? Так. Соответственно, два самых популярных, ну, то есть Flask он отошел, ну, такой, да, в популярных это FastAPI, собственно, и потому что это первый нормально, это вот такой фреймворк, маленький, давайте его назовем, который предоставил разработчикам все. Вот. А с другой стороны, Django, он тоже позволяет что-то делать, но DRF, ну, более популярны, чем остальные библиотеки. Но, опять же, кучу докладов слышу, где ребята юзают Django Ninja. Вот. То есть, опять же, все зависит от того, что мы пишем и где мы пишем. И разрешают ли нам притянуть этот инструмент. Но, опять же, выносить в массы инструменты для того, чтобы вот они есть, давайте мы тоже будем их пробовать, использовать, развивать и так далее. Почему нет? Django нам кто-то привнес, и мы знаем его проблемы. FastAPI нам что-то привнес, и мы знаем его проблемы. Ну, то есть и каждый последующий фреймворк, он как бы пытается улучшить, исправить ситуацию, то есть тех предыдущих фреймворков. Но, опять же, поживем увидим, как говорится. Go я еще забыл. У нас Go тоже, вот. Поэтому и смотреть только на ха-ха тоже такое. У нас в фирме бэкэнды пишут на Elixir, на фреймворке Phoenix, на ноде, ну, на TypeScript с Nest, на Python FastAPI. И на чем еще? Ну, еще на чем? Нет, или все. Ну да, вот 3 направления. И это, ну, проекты не такие, что какой-то сайтик или интернет-магазин. Это большие проекты, ну, здоровенные, не маленьких компаний. Ну, как-то так. Нет, понятно, что ты имеешь в контексте питона. Ну, все зависит от того, а, есть проблема. Я сейчас ее объясню. У нас, к примеру, до какого-то момента не было вакансий по FastAPI. Почему? Потому что ему, во-первых, нужно было приобрести какую-то популярность. Потом люди должны были научиться на нем писать. Ну, вернее, не на нем, а его использовать, да? Соответственно, попробовать его в каких-то проектах, получить некий отзыв. То есть о FastAPI о нем давно говорят. И я там, да, еще на заре динозавров о нем говорил. Потом люди начали делать курсы по нем и так далее. Ну, он начал приобретать некую популярность, соответственно, начали делать курсы. Понятно. И, ну, из-за того, что он был один из первых, кому удалось приобрести некую популярность вот такую, и, как это сказать, предоставить вот этот инструментарий программистам, он и приобрел эту, собственно, популярность. Вот. Что я хочу сказать? Что прошло время, на нем начали делать проекты, и, соответственно, его начали требовать на вакансиях. Ну, то есть, или нужно поддерживать проект, или новый проект пишут, да, а нужны люди. Теперь, к примеру, некая компания или некие разработчики для какой-то компании, не суть важно, решают взять, пусть будет некий Эсмеральд. Они возьмут его. Где найти разработчика? Ну, будет он один-два. А им нужен, к примеру, со временем штат увеличивать. То есть они просто становятся в такую ситуацию, что разработчика-то нету.
То есть они могут нанять разработчика нормального, адекватного, который буквально за 2 вечера научится использовать этот инструмент, ну и будет просто писать некую логику. Ну и мы же не только фреймворк пишем, да, мы же можем какие-то бизнес-задачи писать. Ну, я имею в виду, да, не обязательно там всякие вот это контроллеры и так далее. И что получается? Что нужно время, чтобы люди как бы, ну, бизнес становится в такую ситуацию, что, а как, если эти 2 человека уволятся? Придут 2 других человека, ну, условно говоря. А здесь инструмент, ну, неизвестный, ну, малоизвестный, и на нем не делают. То есть им нужно научиться на нем делать. Понимаете? Вот в чем беда. Почему это не ну, или не берут в работу, или не требуется. Нужно время. И чтобы эти инструменты себя как-то зарекомендовали. Должен кто-то прийти, ну, условно говоря, у нас есть на этих сайтах самих фреймворков, кто типа использует эти фреймворки. И вот когда типа кто-то использует эти фреймворки, какие-то компании, то есть он зарабатывает некий авторитет, что ну если они используют, то и мы можем взять, да? Соответственно, со всеми этими инструментами то же самое. Почему кто-то должен, ну какая-то компания, ставить свой продукт под риск, брать какой-то Lightstar, некий Emerald или некий Black Sheep, если хренак и послезавтра он перестанет поддерживаться, к примеру. Или они не найдут разработчиков, которые будут писать на этих инструментах. И мы постоянно вот в той ситуации, когда, блин, что делать? Поэтому и нужно как бы нести в массы это, чтобы как можно больше этих инструментов использовалось, и мы могли иметь выбор, а не пользовались всего 2 инструментами или вообще там одним. Ну, типа, Django нет альтернатив. Ну, типа, вот почему я и рассматриваю все эти фреймворки, смотрю на них, как они устроены, что у них под капотом, какие-то, может, там, не знаю, проектики пишу и так далее, чтобы другие ребята тоже подхватывали, рассказывали об этих инструментах. Вот. Чем больше программистов будет об этом знать, соответственно, они будут там в пэт-проектах использовать или где-то в работе, может, возьмут какой-то не особо важный там или там небольшой проектик напишут, да, на этом инструменте. Ну и так далее, и так далее. То есть пойдет вот эта вот ну, короче, популярность инструментов, то позволит нам иметь вариативность. А если мы сидим, как эти, э, как в Java, у нас есть Spring, и больше нам ни хрена не надо. Короче, это беда. На ДРФ как чаты тогда сделать real-time? Да никак. Никак. Это делается не на ДРФ. Это делается с помощью библиотеки Django Channels. Все. То есть у тебя есть DRF, который отвечает за то, чтобы человек зашел, авторизовался, увидел список своих чатов, там добавил друзья, еще что-то, я не знаю. Ну, то есть то, что делается с помощью HTTP. Если ты хочешь сделать э, какие-то, ну, реал-тайм, пусть будет, уведомления приходят, чаты посмотреть, еще что-то, это не DRF. Если мы говорим о веб-сокетах, то это Django Channels. Вот. Если мы говорим о Django. Вот такие дела. Так, давайте, знаете, что сделаем? Мы сделаем перерыв 3 минуты. Вот. И посидим, выведем какое-то, как это сказать, итог самого вот этого, посмотреть, потыкать палкой в Эсмералд, то, какую мы сегодня информацию узнали, что оно нам дает. Вот. И посмотрим, пообсуждаем, подведем, так скажем, итог, стоит, не стоит пробовать использовать. Сразу подготавливайте свои вопросы, мнения по этому поводу, по самому как бы фреймворку. А что вы увидели? Как у вас впечатление от этого, да? То есть вы же код видели, под капот залезли.
Соответственно, ну, понятно, что мы не написали там какую-то логику. А какую там логику напишешь? Там, блин, контроллеры, пермишины, middleware, короче, набор стандартный, джентльменский. А, соответственно, э, какие плюсы и минусы сейчас обсудим. А, вот этот Лиля, очень интересная штука. Его тоже обсудим. И, собственно, насчет идеи, типа, давайте зафигачим свой фреймворк. Вот, это чисто так, похоливарить. А тоже подкидывайте свои мысли. Давайте 3-5 минут и посидим еще пообсуждаем. Подведем, так скажем, итоги. И, может быть, заложим дальнейшие наши тему наших стримов. Так, ну что, молясь, продолжим, да? А, в общем, какие выводы сделаем? Интересно. Я думал, что-то будет намного, как это сказать? Хотел сказать очередной высер. Вот.
или просто очередной высер, который просто тупо повторяет другой фреймворк. Вот, и, ну, все то же самое, но просто, мы сделали. Вот, это так же, как делают эти Орм. Мы сделали. Нахрена? Ну, типа, молодцы. Ну, классно. Вообще, а зачем? Ну, типа, какой профит от этого? А с другой стороны, может, ожидал, что, а вдруг это что-то такое, что мы еще не видели? Ну, типа, вот какое-то свое видение, да? А, Что в итоге получилось? Получилось, что пришли ребята, взяли свой опыт проектов, взяли другие фреймворки и привнесли из этих фреймворков идеи и реализовали их. Вот. Интересно. Это довольно интересно, и это хорошо. Хорошо тем, что, ну, как бы, изучение инструмента не нужно много времени. Вот, пожалуйста, открыли пермишины, сразу понятно, ага, это Django. Все, как работают пермишины, понятно, вообще без слов. Посмотрели на зависимости. Где-то мы такое уже видели. По крайней мере, в FastAPI и в Lightstar. Ага, все понятно, как это работает, да? Интересно. Ну, то есть, с этой точки зрения это круто. Хорошо, что они решили сделать альтернативу Starlet, вот этот, перешли с него на вот эту Лилю. Суть в том, что чем больше будет инструментов, тем это, ну, лучше оно развивается, какая-то, ну, сказать, конкуренция, здоровая конкуренция тем, что они все равно друг у друга берут идеи. Соответственно, если они друг у друга берут идеи, эти инструменты усовершенствуются, улучшаются и так далее. Потому что не всегда видение разработчиков, оно одинаковое. И, к примеру, даже если бы эти ребята взяли, там, условно говоря, я не знаю, как там вся история под капотом происходила, но чисто мое вот видение, да, там, мнение. Собрались и сказали, давайте мы вот в Starlet сделаем вот так. То есть здесь два варианта. Первый, им сказали бы, не, ни хрена, у нас свое видение, дорожная карта, как мы развиваем это. Второе, что это невозможно по той причине, что потому что это вот такой фреймворк. По-другому, ну, типа, ты его уже не сделаешь. Он изначально вот так реализован. Что, ну, почему мы говорим, да, фреймворки появляются, почему нельзя там взять, собраться и один, ну, всем им собраться, типа, один фреймворк запилить? Потому что мнения разные, вот, и видения разные, и инструменты разные, поэтому то же самое, как происходит с питоном второй версии, с питоном третьей версии. В питоне второй версии невозможно было, там, ну, классы были по-другому реализованы, и пришлось просто пилить третью версию, вот, потому что все по-другому, условно говоря. И поэтому с фреймворками так же может быть. И в этом есть здоровая конкуренция. То есть они у друг друга берут идеи, улучшают, реализовывают, основываются на других опыте других разработчиков. И тем самым мы получаем что-то более новое, усовершенствованное и так далее. Если эти инструменты не становятся популярными, ну, я имею в виду, их там массово не используют и так далее, это неплохо. Ну, то есть это и не хорошо, и неплохо. Почему это нехорошо? Потому что мы не получаем, как программисты, вариативность использования инструментов. Ну, к примеру, мне понравился этот инструмент, вот Masonite. Я вижу, как он написан. Я понимаю, каким образом его можно было бы расширять. Он мог бы стоять вторым Django, я имею в виду с точки зрения его модульности. Вот. То, как он архитектурно сделан. Ну, лучше Django, давайте так скажем, в этом случае. Но из-за того, что у него нет популярности, я не могу его взять в работу. С другой точки зрения, он, ну, молясь, в некоторых ситуациях очень монолитный. Не для всех проектов подходит. И в чем идея? Это с этой точки зрения плохо, что мы не можем взять, притянуть в работу какой-то инструмент, который нам понравился, и напилюкать на нем. Нам нужно с каким-то другим инструментом работать. Это может быть то же самое, как с Элкими. Она хорошая библиотека, крутая. Вообще никаких вопросов нет насчет этой ORM.
Сколько ребят делали над ней надстроек, и когда она еще асинхронная не была, и даже когда она уже стала асинхронная, ребята все равно делают какие-то надстройки, делали свои варианты ORM. Но мы не берем какую-то, я не знаю, ORM, Masonite ORM пусть будет, или еще какую-то ORM, Pivi, да, и используем в проектах массово. Почему? Потому что э, непопулярная, потому что мало там известно или еще что-то. Да, то есть нужно как бы, мы не можем просто взять инструменты и заюзать. Нужно там убедить, что это нужно использовать. Должен какой-то быть профит. Значит, в чем хорошо, что он не популярен, да? К примеру, ну, о нем все равно-то другие разработчики-то знают. И он будет себе жить, развиваться как в какой-то степени, его будут дорабатывать, может, сами разрабы и будут его использовать. Я сейчас интересную мысль, кстати, по этому поводу скажу. И получается таким образом, что другие разработчики обращают на это внимание, других инструментов, вот, и берут эти идеи. И в итоге мы получаем улучшение других инструментов, вот. Поэтому, ну это в хорошем случае. Как бы это нормальный процесс. Сколько фреймворков родилось и сколько фреймворков умерло. Вы просто не представляете, сколько фреймворков было надстроено над Starlet. Единственный нормально выживший это FastAPI. Таких как FastAPI, там, не знаю, штук 100 было, наверное. Вот, все не померли. Соответственно, в чем идея? По поводу вот этих фреймворков и видения. Разработчики фреймворков, они делают фреймворки не для людей. Как бы, как бы это ни было, они делают это не для людей. Они это делают для себя. Ну, условно говоря, возьмем мы какую-нибудь, не знаю, задачу, какой-то проект, не суть важно. И у нас есть два инструмента, условно говоря, там Django и FastAPI. Мы знаем, что вот здесь Django нам не подходит по ряду причин. FastAPI самый оптимальный здесь выбор. Но FastAPI мы не хотим брать по причине там того-то, того-то, того-то. Ну, то есть вот эти штуки нам в нем не нравятся, как реализованы, мы хотим по-другому. Соответственно, но нам вот этот функционал у него нравится, да? К примеру, там автогенерация документации, вот эта типизация, вот это вот, ну, вся херня. Но нам, к примеру, не нравится, что он очень сильно связан с Pydantic. А мы бы хотели это делать чисто на дата-классах или, к примеру, с помощью другой библиотеки. Что мы сделаем? Правильно, мы возьмем, ну, если у нас есть на это ресурсы и как бы мозги, мы возьмем и запилим свой инструмент, который будет решать, как ни странно, наши проблемы. Именно наши задачи, который будет именно нам удобен. И да, оно будет в каких-то там процентах, там, ну, условно говоря, там, 80, 90, я не знаю, какую хотите, берите процентность, что с такими же задачами, похожими, будут встречаться другие разработчики. И, соответственно, они скажут, да, классные инструменты, будут его использовать. Вот как это произошло с FastAPI. Ну, не было такого фреймворка, который бы так делал. Вот. Ну, просто именно вот так. Были, но именно ему удалось он хорошо его популяризировал. Но суть в чем? Получается, что он начал решать задачи большинства разработчиков, да? Но по сути, этот фреймворк написан для решения задач самого создателя этого фреймворка, потому что ему не хватало этих инструментов. Ему было вот это неудобно, и вот это нужно. В чем идея? К чему я? Что мы не должны завязываться на фреймворках. То есть, реализуя какой-то функционал, фреймворк должен стоять у нас рядышком, вот, а не пропитываться вот этой логикой. Ну, то есть проникать в наше приложение. Да, у нас есть там всякие, ну, вспомогательные штуки, я имею в виду какие-нибудь middleware, вот эти все наши контроллеры, пусть будет некие permission, еще что-то. Но все остальное должно быть написано таким образом, чтобы фреймворк это был просто инструмент, то есть некий интерфейс, который взаимодействует с нашим приложением. Вот. Я сейчас не говорю о каких-то крадовских операциях обычных, ну типа а-ля бложек, да, а о серьезных проектах. Именно тогда
Вот. Мы будем, а, ну, здесь сказать, блядь, прям с легкостью. Хер, это, конечно, это когда будет, прям с легкостью. Ну, в идеальном некотором мире мы бы могли менять этот инструмент. Ну, условно говоря, вы же можете взять SQL Alchemy, ну, SQL Alchemy, взять SQLite, начать проект, а потом хераки переехать на Postgre. Правильно? Правильно. Ну, то есть библиотека написана таким образом, что вы не завязываетесь на какой-то конкретной базе данных. Если бы вы фигачили чистый SQL, чистый SQL, условно говоря, то в какие-то моменты разница между MySQL и Postgre был бы заметен, и вам бы просто пришлось бы диалект менять, то есть переписывать ваши запросы. Соответственно, вот эта библиотека, она решает, ну любая ORM на самом деле, она решает вот эту задачу. То есть вы не задумываетесь о том, какая база данных у вас. SQLite, или это Postgre, или MySQL, или Oracle, неважно. Да? Вы просто написали код, оно все равно сработает. А переезды на другие базы данных, на моем опыте, есть. У нас стоял сначала Muscle, вот, потом переехали на Postgre. Что единственное изменилось? Блин, ни хрена коннекты прописали другой базе данных. Все. Ну, то есть ничего не изменилось. С точки зрения кода проекта вообще ничего не изменилось. Поэтому мы как бы абстрагировались от инструмента базы данных. Да? Соответственно, фреймворки — это точно такой же инструмент. Это наш интерфейс, от которого мы должны быть абстрагированы. И если мы будем вот таким образом от него абстрагированы, а не он будет проникать в наше приложение, то получится, что мы сможем их менять. Вот. Но чтобы так делать, нужно, блядь, научиться писать так проект. И это не всегда, ну, получается. И к чему я это? То, к примеру, сегодня мы с вами пишем на FastAPI, да, используем Pydantic, а потом решили перекочевать на другой фреймворк, неважно какой. А там другая библиотека используется, там, чисто дата-класс или какой-нибудь MCG, там, spec, я не помню, как называется эта библиотека правильно. Давайте, чтобы я не базарил ее неправильно, я сейчас ее найду. Название. Так. Как же ты... MCG Spec, да. MCG Spec она называется. Вот. И что получается? То мы захотим ее использовать. Да? А если мы, эта библиотека проник, ну, Pydantic я имею в виду, проник в наш код, то ну хрен мы его потом, ну это, блин, прям серьезно надо его вырезать. А то же самое с фреймворком. Ну, мы захотели переехать на Lightstar или там на другую какую-то, и там используется эта библиотека. Да? То есть, если у нас будет все это, ну, правильно написано, понятно, что мы будем какие-то хварды прописывать, пермишины. Но опять же, все эти пермишины, если их логика написана, заложена прям в фреймворке, а не каким-то образом мы опять от этого абстрагировались, и этот permission, к примеру, вызывает наше бизнес-правило, которое там, условно говоря, сходило в базу данных и там проверила true-false, а в него нужно передать там, ну, какое-то значение. Ну, понимаете. А сама логика прям там в пермишине написана. Ну, не всегда, там же от условия, опять же, зависит. Что получается? То мы сможем, ну, с легкостью переезжать. А у меня были такие проекты. Переезд с фласка на FastAPI. Вот. И иногда это больно. Вот. А иногда это не больно. А все зависит от того, как это было написано. Вот. И с переезда с одной библиотеки на другой, с какой-нибудь Marshmallow, там, на Pydantic и так далее. И вот в чем, то есть суть. Если делать вот так, ну, то есть пытаться сделать вот так, то получится, что мы можем с легкостью менять эти инструменты. Ну, с легкостью, опять же, тут очень
Вы же понимаете. Ну, обойтись малой кровью. А такие ситуации бывают. Вот. Когда такие ситуации могут быть, то оп, и мы решили переехать. Помним Flask. Да, почему это вдруг мы с Flask начали переезжать на Fast API? Ну, хрена ли. А там проект, ну, не маленький. И он, ну, несколько там, пару лет он, или 1,5 года он разрабатывался. Вот, а потом решили переехать на Fast API. Вот, ну, потому что инструмент удобнее, он решает ряд задач и так далее. Те, которые во Фласке были, ну, сделаны, там, условно говоря, ну, каким-нибудь костылем, не суть важно, да, как-то сложно это было. Вот. И получается, что такие ситуации бывают. Вот, почему то же самое не может случиться с Fast API? Почему не может случиться такая ситуация, что Fast API скажет: оу, ребята, извиняйте, сорян, вот это вот все было херня, а в версии 2.0 мы делаем вот так. Ну, может быть такое? Может. То же самое в Django происходит. У нас было вот так, а потом они хлоп, вторую версию выпустили, третью, все, но ну, предыдущие версии не поддерживают. Вот. Нету там, ну, обратной совместимости. И приходит проект, а он написан на Django 1.8. И ты такой: ой, боже ты мой, ну хотя бы на 1.11 перевести. И то хрен ты это сделаешь, потому что те библиотеки, которые там уже используются, они уже не поддерживаются, блин. Ну, то есть, это, ну, прям реально проблема. И приходится весь проект нахер переписать. Вот. Поэтому, как бы, сами виноваты, как говорится. Так, по поводу самого, что еще? Экосистемы. Вот, видно, что ребята прям пишут. У них там и ормы, и свои вот эти SHI, вот, и фреймворки, и так далее, и так далее, и так далее. Прикольно. Вот. Посмотрим, во что это выльется. Будем понаблюдать. Так. Запишешь видос, как связать Vue с Django? Да, есть такой Борик видос у меня. Пишешь на DRF, вот. А потом пишешь на Vue. И с помощью REST API общается твой фронтенд и бэкенд. Вот и делов. Так, теперь по поводу... Что еще рассказать? По поводу а-ля свой фреймворк. Во. Как говорится, есть насмотренность, да? А давайте запилим свое. Короче, в чем идея? Мне задали, ну, как я говорил на прошлом, на одном из прошлых стримов, типа, не хотел ли я, или не думал ли я, или, может быть, еще что-то там, типа, написать свой фреймворк. Ну, я довольно большой там подробный дал ответ, почему нет. Вот. И я вот еще подумал. Чисто ради развития какого-то, или интереса, или контента, или хрен его знает, нахрена это мне надо, здесь есть два варианта. Первый вариант. Это взять какой-то фреймворк. Это не обязательно должен быть популярный фреймворк. Это должен быть тот фреймворк, который нравится. Вот. И запилюкать в него какую-нибудь фичу. Или для него, или в него. Это немножечко разные версии. Разные истории. Ну, условно говоря, у нас есть какой-нибудь... как он называется, скажите? Lightstar, этот Emerald, Masonite. Вот. Для них можно писать типа плагины, вот расширения, да? Django я не беру, потому что там уже столько написано, вот, то там уже до хрена написано. Вот. Это как бы дополняшка, да, то есть вот такая вот встроена, ну, рядышком стоящая. Или, ну, которая подключается, имеется в виду. Соответственно, или именно прям какой-то прикол туда впилить. Ну, условно говоря, не знаю. Вот в Masonite нету поддерживаемой штуки, которая, ну, была бы REST API. Вот, они как-то там начинали пилить, ну, что-то оно у них, короче, загнулось. Оно там не продолжили его пилить.
И, собственно, у него нету, из-за этого у него нету автогенерации документации. Вот прям взять и такую приколюху привнести в фреймворк, да? Ну, это чисто вот для развития, я хер его знает. Ну и, собственно, как вариант, это взять, поднять информацию об ECGI, посмотреть, как реализованный именно на определенном уровне, назовем это на низком, что реализовано. Starlet, ну, тот же самый пусть будет Лиля, вот, Lightstar. Собственно, почему мы под капот это лазим? Учимся, смотрим, как фреймворки пишут. А этот, кто у нас еще есть? У нас есть еще Робин такой, по-моему, называется фреймворк. Сейчас я его попытаюсь найти. Вот, он написан на Rust. И, собственно, заглянуть, как он работает. Он тоже асинхронный. Ну, не то, как он работает, я имею в виду, чтобы посмотреть. И типа научиться подглядеть, коммуниздить и напилюкать своего. Вот. И третий вариант. Это просто продолжить рассматривать фреймворки, залазить к ним под капот и смотреть, что там внутри-то происходит. Вот, короче, есть такой Робин. Вот, веб-фреймворк. Собственно, ничего нового вы здесь не увидите. Давайте в documentation. Давайте мы не в documentation зайдем. Документация тут, конечно, такая. Middleware. Собственно, рауты. Так. Блядь, а потом спрашивают, почему разработчики говно пишут. Потому что в документациях вот так говно написано. Вот. Где у него GitHub, блин? Вот, Cargo, как, кстати, это пакетный менеджер Раста. Вот. На раз написан этот штука-дрюка. Вот. Вот на такое бобро, короче, посмотреть. Что вы думаете насчет этого? Или ну его нахер и это. Давай проекты писать на Django. Или вообще да, по архитектуре что-то. Что вообще вам, блядь, что вам надо? Что вам интересно будет смотреть? CLI, прикинь. Dependency injection, блядь. Так, и что это у нас тут интересно? Давайте глянем. Create, type, request response, HTTP методы, раутер, структура const, раутер, хэшмэп. Итак, имплементация раутера. Response hash метод. О, const раутер. А это что такое? Это такое? Да. Нет, надо раут открывать. Так, где?
Нет, это ж не раут. Вот он, раут. Подсказал, блин, так и разбежался. Так. Пу-пу-пум. Так, сервер. Раутеры, консраутер, веб-сокеты, middleware, global реквесты, стартапы, шатдауны, имплементация сервера. New. Так, все это они подключили. Старт. Пай. Сокеты. Воркеры. Так. а, Что это за штука? Что это за штука? Что это такое? Пу-пу-пу. Или на расте написать либу для петухона. Во, еще какая идея. Rust Binding for Python. Прикол. Python 3.7. CPython, PyPy. Грал, Py. Прикол. Надо будет, кстати, вот это посмотреть. А то у меня все руки не доходили. Раз нам Py. Прикол. Pydantic Core. Тиктокен. Это тиктоки на нем делает. Подкаст. Так. Ладно, это я потом на чили, на расслабоне гляну. Библиотечку эту. Ой. Ой, не то включил. Па-па-па-па-пам. Есть вариант. Вы знаете все недостатки каждого фрейма и пишете свое универсальное. Беря лучшее, добавляйте то, что хотите всегда, хотелось всегда улучшить. А, да. И получится, и получится, что давайте запилим очередной Эсмеральд. Ну да. И вот, смотрите. И добавить то, что хотелось всегда улучшить. То есть то, что решает мои проблемы, мои задачи. О чем я и говорил. Ну, на самом деле, это прям надо садиться и, как это сказать, ну, какой-то чек-лист составлять, что это должно быть. Ну, это ж не просто так, что сел и типа нахерячил. Вот. Это проработка архитектуры, придумывание вообще, как это должно быть, и так далее. Потому что эта штука должна быть масштабируема. Вот. Типа с подключением плагинов, с предоставлением интерфейсов, там API. Это, блин, прям колоссальная работа. Вот. С точки зрения вот этой проработки. То есть это не сайт написать.
Вот. То есть написать код — это половина дела. Большая, большая часть — это проработка архитектуры. Сделать опросы можно. Нет, опросы, конечно, можно сделать. А можно как начать как бы крутить эту тему, условно говоря, там даже с какой-нибудь чатик под это дело собрать. Пусть будет тот же самый там Discord, не Discord, там Telegram, не Telegram. Стримы, там все это. Дело в том, что вот опросы сделать, есть проблема. Проблема, о которой я говорил. Это видение. То есть сделать все, впихнуть все, это получится Django. Да? То есть, если хочется все, это должно быть просто расширяемо. Ну, захотели, подключили, оп, есть. Нет, нету. И опять же, будет... как бы это выразить? Ну, условно говоря, допустим, внедрение зависимостей. Вот у видения, как мы видели в Lightstar, к примеру, или в том же самом Esmeral, да, вот они видят подключение зависимостей вот таким образом. Подключение зависимостей в FastAPI видится по-другому. А подключение зависимости в Masonite вообще происходит по третьему сценарию. Вот. И мне, к примеру, ближе вариант, ну, когда это делается на не на глобальном уровне, как это сказать, а когда это делается, есть контейнер, есть провайдеры, и мы с помощью провайдеров вот в контейнер это подключаем. Но, соответственно, не всегда это удобно, и нам нужна более детализированная штука, ну, условно говоря, то есть мы можем подключить это на весь проект, да, зависимость, а можем на какой-то URL другой сделать. Это вот как примерно как сделано в Lightstar, да, то есть или в том же самом, ну, Esmeralda. Суть в чем? И мы или на весь application повесили, или вот на конкретный какой-то, условно говоря, раут, там, класс или так далее. Вот как это в Lightstar сделал. Но то, каким это образом у них реализовано, то есть каким образом это подключается, вот это мне не нравится. Соответственно, в Masonite это сделано более интересно с точки зрения, что у них прям это контейнер, это прям очевидная штука. Она, блядь, так и называется, контейнер. Есть провайдеры, четко называется провайдер. Описано в документации, в коде. Видно, каким образом это реализуется. Очень просто, ну там особых заморочек нет. Понятно, как реализовать свой, вот такой подключаемую штуку, свой, назовем это провайдер, да? И когда, как оно будет срабатывать и как оно подключается к проекту. То есть есть специальное место, где эта штука включилась, и все. И оно типа работает. Но недостаток такого подхода, ну, как в Masonite оно реализовано, что мы не можем сделать это прямо на какой-нибудь URL, условно говоря, на какой-то контроллер повесить. Вот. И дело в том, что возникает компромисс. А как это должно быть? Вот. А вот такие моменты, конечно, интересно, ну, как бы поразмыслить, обсудить и так далее. А сделать голосование по этому поводу, что получится, что будет голосование, сделаем, да, опрос там и так далее. Ну, опрос имеется в виду. И одни скажут так, а другие так, да, а третий вот так. И получится, что нужно будет реализовать то, что не особо-то и как бы, ну, логично. И хотелось бы по-другому. То есть все равно я должен тогда учитывать чисто свое мнение. Ну, понятно, да? Как бы, ну, такое. Поэтому вопросами особо... Ну, чисто посмотреть, как, что люди думают, да. Но как-то опираться на это... Потому что не только в питоне как бы идеи там привносят и что-то еще. Многое в питоне, в его фреймворках, взято из других фреймворков, других языков. Вот. Это нормальная абсолютно история.
И поэтому тот же самый Masonite — это копия Laravel на питоне. Вот. То есть прям копия. Смотришь на Laravel и смотришь на Masonite и понимаешь, что это просто один и тот же фреймворк. Ну, по сути. Прям слизан. А просто я имела в виду по недостаткам, а вы уже пишете то, как считаете. А, я понял. Ну, опять же, по недостаткам. Может, идея-то хорошая. Ну да, можно там, типа, чего вам не хватает. Но всегда найдется, ну как это сказать? Сейчас я постараюсь объяснить этот. Это неплохо, то, что вы предлагаешь делать опросы там и так далее. Всегда есть побочный эффект, всегда есть но. Некоторые люди будут считать, что это недостаток, а другие будут считать, что это не недостаток. Вот. Обе стороны будут правы. На самом-то деле. Вот. Возьмем, ну, что мы возьмем? Ну, возьмем, хрен с ним, давайте Django возьмем, да? Хорошо ли то, что у него, ну, неважно, Django, DRF, здесь мы пока вообще не имеем, разницы нет, что у него есть некие уже заранее написанные классы, вот, которые мы можем просто, ну, тупо использовать. Ну, типа, определили свой там query set, что-то еще, так, херак, и все, и оно работает. Да. Почему это хорошо? Потому что в разы сокращается наша работа. Ну, то есть, если нам нужно сделать быстрый запуск, да, сроки у нас горят, ну, не горят, а у нас просто ограниченные сроки. За нас это уже сделано. Мы прекрасно понимаем, как это работает. Если нам нужно, мы потом можем это изменить, модернизировать как-то и так далее, да. И мы можем сесть и написать это. Ну, просто используя уже предложенный нам фреймворк. С точки зрения архитектуры и подходов, вот. Не совсем Django как бы здесь хорош. Он немного нам палки в колеса ставит, потому что как только мы начнем обрастать жирком, то есть логикой, вот здесь мы должны будем переписывать. И на это нужно как бы закладывать ресурсы. Или изначально делать как-то, так, чтобы использовать Django, но не полностью, да, ну, то есть писать свои классы. Тогда вопрос, а нахрена нам Django здесь? Ну да, ну с его базовыми классами вот этими. Тогда не проще, ну, взять другой фреймворк и типа нет. То есть мы берем базовые классы и знаем, что мы потом их перепишем. Вот потому что у нас будет там меняться как-то архитектура. То есть это хорошо? Это хорошо. Это плохо? Это плохо. И те правы. И вот как в таком моменте, типа, решить? А таких вопросов, ну, таких моментов просто будет, ну, куча. То есть недостатки. Давайте мы не будем, как это сказать? Вот как реализованы пермишины в DRF, да? Вот. Я считал это недостатком по той причине, что эти именно так написанные пермишины, которые вот так диктуют делать, они меня слишком связывают, что вот это будет работать вот так. То есть если мы возьмем Fast API, к примеру, у него нет понятия пермишина, да? У него есть понятие зависимость. И на основе зависимости мы и делаем свои пермишины. То есть мы прям самостоятельно их реализовываем. Пишем эту некую логику, и вот он их как зависимость вызывает, и у нас что-то срабатывает. Классно, мы же независимы от фреймворка. Да, фреймворк просто предоставил нам инструмент, с помощью чего это запустить. Но в Lightstar есть гварды. И гвард это и есть вот этот, условно говоря, назовем его, да, permission. То есть мы уже как бы это нам облегчает некую задачу. Нам остается написать только, ну, как бы, сам вот этот условие, да, пускать, не пускать. А если мы возьмем Django там или DRF, у нас есть прям тоже классы permission, или как вот мы видели в Smerald в этом. Мы там тоже можем записать. И здесь как бы и это и хорошо, и нехорошо одновременно. То есть в Fast API нам этого не хватает, потому что нам постоянно надо одно и то же писать. Ну, не одно и то же, а мы как бы должны это реализовать, да. И с каждым, ну, с новыми условиями, с новыми задачами, ну, то есть
то, каким образом эти пермишины определяются, нам нужно изобретать. В Django это уже встроено, они уже основываются на каких-то, ну, то есть у них это реализовано, и мы на основе этого можем масштабироваться. Это хорошо? Да. Это плохо? Да. Почему? Потому что как только наше условие пермишенов выходит за понимание пределы Django, нам нужно их реализовывать все равно самостоятельно. Реализовав их самостоятельно, Django может начать нам просто ставить палки в колеса. И поэтому мы начнем как бы ну, пытаться от этого абстрагироваться. Вот в чем идея. И такое может, ну, как бы и хорошо, и плохо. И одним это удобно, а другим это неудобно. Поэтому тоже такое. Это, поэтому я сказал, что все эти штуки это прям обсуждение, рассуждение, а как это должно быть, а как это сделать и так далее. Вот. Просто когда пишутся фреймворки, я не думаю, что разработчики фреймворков прям хотят, чтобы... Ну, они как бы хотят, чтобы их инструмент использовали. Поэтому некоторые реализации сделаны так, что мы как бы завязываемся на фреймворке, и потом слезть с него немного плохо. Ну, сложно. То есть, если мы на нем начали писать, мы уже как бы... Ну, нам так удобнее. Вот. Это плохо. Плохо. Это хорошо. Это хорошо. Но в чем проблема? Что я имею в виду? Что, к примеру, вот у нас эти пермишины, гварды понаписаны, да? Их куча у нас, там условий, все у нас, логика и так далее. И получается таким образом, что если мы сменим фреймворк, как я говорил, да, нам придется очень много переписывать. Вот, поменяли библиотеки, у нас там теперь не пойдатенька, другая библиотека. И так далее, и так далее. То есть нам прям нужно переписать весь интерфейс. Это так, это так. Но какой ценой мы это сделаем, да? То есть сколько мы потратим на это сил. Но следующее, когда описывается, вот мы только что смотрели по документации Робин, они пишут документацию и пишут примеры. Я понимаю, что они пишут это просто как пример, что вот это будет вот так работать, это быстрая проверка, типа, что оно работает. Но люди приходят, смотрят документацию, так же, как и в Django, да, и в Fast API и так далее. И что делают? Они просто повторяют то, как это сделано в документации, потому что документация — это источник правды. Соответственно, если в документации так написано, надо так и делать. Смотрим то, как это делают в репозиториях, там официальные репозитории вот этих примеров проектов. Смотрим, как там сделано, учимся и пишем так же. Что это будет в большинстве случаев. Вот. А что будет, чем это плохо? Тем, что то, как там написан код, он нас связывает с фреймворком. Но в документации нигде не сказано фреймворка, что, ребята, смотрите, чтобы не быть зависимым, вот здесь не пиши, мать твою, логику, а возьми вот сюда, напиши функцию, вызови функцию свою, чтобы вот этот, к примеру, guard, вот этот контроллер, вот этот middleware, неважно кто, вызвал в эту функцию, отработала твоя логика, а типа, ну, я как фреймворк тебя это просто вызову, не пиши тут логику. И тогда мы сможем фреймворк, ну, как бы, ну, использовать как нам нужно, и мы будем от него независимы. Но нигде об этом не сказано, ни в одном фреймворке. И наоборот, фреймворк сделан так, что, ну, вот здесь вот написали, и все у вас окей. Как это узнать? Все очень просто. Просто посмотрим на пример. Возьмем какой-нибудь permission. И он говорит, смотрите, у меня уже есть базовый авторизованный там, ну, пользователь. Да? Что он проверяет, что вот в реквесте там будет этот юзер и так далее. И мы будем вот из staff этот проверять, из user, request user, да? То есть он как-то должен был здесь появиться. То есть у нас как-то должна быть реализована авторизация. То есть наша логика уже каким-то образом, вот если, как они показывают, вот мы говорим, что request, вот эта штука вот так, то есть вот этот request, headers, get, это же не значит, что во всех фреймворках именно так будет написано.
Нет. Да? Соответственно, тогда мы возвращаем true. Или, допустим, там где-то у нас с юзером было связано. Вот что у нас в каком-то фреймворке, в отличие от Django, будет вот некий метод has permission, который будет вот request и API view. Вот чтобы вы понимали, в Masonite будет вот эта штука вообще по-другому реализована. У него будут гейты и будут политики. Там вообще по-другому реализовано это. То есть в Django, к примеру, они опираются на базу данных для того, чтобы с пользователем что-то сделать и на аппликейшены свои, да, его пермишины встроены. В Masonite у него вообще по-другому это сделано. У него тоже это завязывается на базе, но у него свои. И у каждого фреймворка вот этот момент будет свой, то, как разработчики видят. А в чем идея? О чем я хочу сказать? Что почему бы мне не написать такую функцию, класс, не суть важно, который будет вот этот делать чек, но вот здесь будет написано паря, возьми и вызови свою функцию, которая должна принять юзера и что-то принять, да, какие-то данные. И ты типа вот сможешь чекнуть. И тогда ты не будешь от этого зависим. Почему? Потому что человек, который пишет эти пермишины, он придет и напишет именно эти пермишины вот так. Понятно, что опытный разработчик будет делать по-другому. Но задумываемся ли мы, когда пишем, используя какой-то фреймворк, что, мы же типа с него можем переехать? Нет. Мы как будто говорим, что все, мы пишем вот на этом фреймворке, значит, все, этот проект всю жизнь будет на этом фреймворке. Ну только, сука, мы не на фреймворке пишем. В этом проблема. И что получается? Что, как это сказать? С моей точки зрения, инструмент, вот, должен помогать, но не сковывать меня. Он должен мне предоставить инструментарий, удобный инструментарий, но не делать так, чтобы я был зависим от этого инструментария. Сколько фреймворков я не наблюдал, ни один так не делает. Ну, кроме какого-нибудь вот самого банального и простого. Ну, я имею в виду взять тот же Starlet, который говорит, я вот вызвал, у меня есть какой-нибудь там функция, вот я тебе send, receive, scope передал, все, дальше делай, что хочешь. Ну, типа того. Это базовый совсем инструмент, который, ну, который. Поэтому, если попытаться написать вот такой инструмент, вот, то это будет, я не знаю, получится ли его написать. В документации будет написано, не юзай это, не используй это вот так. Но опять же, сколько мы видели проектов, которые, типа, переезжают с одного инструмента на другой. Ну, мы редко это видели. Видел, когда пытаются на тот же самый инструмент, но просто новой версии. Вот. На опыте было, когда меняли инструмент. Ну, такое. Поэтому здесь, опять же, вопрос. Насколько мы хотим от этого абстрагироваться? Вот такие дела. Поэтому да, это прям холиварнейшая тема. Вот. И видение будет у всех разное на этот счет. Это прикольно пообсуждать. Так, ну что, наверное, надо заканчивать. Ни хрена себе времени уже. А вы все сидите. Чего вы мне не пишете, что это? Аре, завязать надо. Сидят, смотрят. Вам спать не пора, не? Ладно, шутка, юмор. Так, сейчас я тут у себя. В общем, в чем идея? Я там, как говорил, проектик фигачу на Lightstar. Ну, с использованием, да? Пытаюсь так от него абстрагироваться. Все его плюшки, преимущества и так далее использовать по минимуму. Возникает тогда вопрос, а нахера он тебе нужен? Вот. И этот, как его?
У него просто есть интересные определенные вещи, только, как я говорил, плагины. Вот. Но как-то очень все там у него вот так вот. В общем, на нем доделать проектик, но он мне все равно там нужен по стажировке. И может какой-то еще на досуге гляну, что по вот этому Эсмеральду. В принципе, с ним все понятно, но хочется поюзать его с точки зрения вот а, REST API, как он там сериализует, ну не сериализует, десериализует, как он строит вот этот свагер и так далее, да? Вот эти моменты, короче. Вот, какие-то логины, ну то есть то, зачем мне и нужен, собственно, фреймворк, да? Самые банальные вещи, чтобы он решал. И насколько удобно это он делает. Ну, а все остальное неинтересно, потому что я это уже видел, ну, я имею в виду там, в других фреймворках. Вот. Ну и будем на подумать. А, Может быть, созрею, действительно что-нибудь запилюкаем. Чисто ради прикола, интереса, опыта. Надо будет подумать. Но это будет долгий такой, знаете, процесс. Именно долгий. В общем, всё. Всем спасибо, кто поприсутствовал, посмотрел. В общем, пишите свое мнение насчет фреймворков. Можете, собственно, в комментариях, можете в телеграм-канал переходить, у нас там ссылочка есть в комментах под стримом писать. Не болейте, не скучайте. Пока.